Вот уже 2 года идет полномасштабная война России и Украины. Началась она в 2014 году. Так заявляют очень многие, в том числе и украинские, и российские граждане. Это на самом деле одинаковый нарратив. И российская пропаганда заявляет, что война шла 8 лет до ее начала 24 февраля. И украинская пропаганда говорит, что война шла 8 лет. Там есть небольшие разночтения. Российская пропаганда говорит, что она началась в Славянске, в широком смысле на Донбассе, а украинская говорит, что она началась в Крыму. Но на самом деле, после вспышки боевых действий в 2014-2015 годах, война фактически закончилась. Конфликт стал замороженным. И замороженным он продолжал быть примерно 7 лет. Да, стороны регулярно пытались оттяпать друг друга территории из серой зоны. Да, стороны регулярно обстреливали друг друга. И да, время от времени там гибли люди. Но при этом активная фаза боев в 2015 году прошла. Были некие локальные вспышки, в частности в 2017 году в Авдеевке, но в целом долгие 7 лет преимущественно шли переговоры вокруг замороженного конфликта. Как же так вышло, что конфликт в итоге перестал быть замороженным? Почему началась широкомасштабная война? Были ли шансы у мирного урегулирования? Были ли шансы у злополучных Минских соглашений? В какой момент полномасштабная война стала неизбежной? И, наконец, кто и где был эти долгие 8 лет? Давайте разбираться. Начнем с базового контекста. В феврале 2014 года в Украине случился для кого-то государственный переворот, для кого-то революция достоинства. Так или иначе, в Украине сменилось правительство. Президент, который считался пророссийским, Виктор Янукович, тут можно еще долго рассуждать на тему, насколько он на самом деле был пророссийским, насколько был просто конъюнктурным политиком, но он воспринимался пророссийским, давайте сойдемся на этом. Был сменен. Кем он был сменен? В общем-то, сторонниками проевропейского курса страны из числа депутатов Верховной Рады Украины. Исполняющим обязанности президента стал спикер Верховной Рады Александр Турчинов. В любом случае, как бы вы ни относились к этому событию, легитимность и Турчинова, и его правительства на востоке страны была довольно сомнительна. Результаты украинских соцопросов показывали, что в Донецкой, Харьковской, Луганской и некоторых других юго-восточных областях страны респонденты попросту не признавали новое правительство легитимным. Да, справедливости ради нужно отметить, что эти же респонденты в этих же областях выступали против отделения от Украины, против создания всяких ЛДНР и прочих сепаратистских образований. Но на этих настроениях, на настроениях нелегитимности правительства, на неприятии Евромайдана прекрасно играли сепаратисты. В апреле 2014 года в Украине провозгласится аж 3 независимых республики. Это ХНР и ДНР, провозглашенные в начале апреля, и ЛНР, которую провозгласят в конце апреля. Справедливости ради, ХНР, Харьковская Народная Республика, проживет всего около 12 часов. Ее ликвидирует отряд спецназа «Ягуар». Но вот ДНР и ЛНР, как вы прекрасно знаете, существуют до сих пор. Но в апреле сепаратистские республики оставались полувиртуальными. Да, они контролировали некоторые административные здания, но ничего за их пределами сепаратисты не контролировали. 12 апреля в Донецкую область заходит отряд Игоря Стрелкова. Он предварительно совещается с активистами донецкими, предварительно совещается с российским олигархом Малафеевым, который, видимо, и дает ему ресурсы. И до этого Игорь Стрелков со своими людьми работал над возвращением Крыма в состав Российской Федерации. В Крыму Стрелков, по собственным же признаниям, помогал собирать местных депутатов в кучу, чтобы они принимали нужные решения, и захватывать административные здания. На совещании в Ростове, которое происходит незадолго до входа Игоря Стрелкова в Донецк, местным активистам, то есть туда собрали активистов из Донецка, из Мариуполя, из Одессы, и туда приехали харьковские активисты. Это забавно, что харьковские активисты об этом совещании узнали буквально случайно и заехали туда. Все активисты получили недвусмысленные указания захватывать административные здания, кроме активистов харьковских. Им сказали, мол, действуйте как-то по своему ведению, как знаете. И провозглашение Харьковской Народной Республики была действительно местная инициатива местных активистов. И это одно из логичных объяснений, почему с Харьковской Народной Республикой не получилось.
Люди Стрелкова захватывают Славянск, Краматорск, и в области начинается настоящая широкомасштабная война. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявляет режим антитеррористической операции, войска стягиваются к Славянску, и, собственно, начинается, сначала попытки штурма, потом блокада города. Причем через неделю после того, как Стрелков захватывает Славянск, Россия в рамках дипломатического процесса передает Украине несколько боевых кораблей. В чем было дело? Когда Россия присоединяла Крым, она блокировала украинских моряков, украинские военные корабли, и не давала им покинуть Крым и уйти в Одессу. Украинские моряки же, соответственно, пытались прорываться, кто-то успел прорваться, кто-то не успел. Но чисто дипломатически, с точки зрения международного права, это оставались, конечно же, украинские корабли. Почему их блокировали? В тот момент было непонятно, будет ли Украина воевать за Крым. Было понятно наверняка, что не будет, но точно это было неизвестно. Я, допустим, себе не могу позволить того, чтобы я взял автомат и вот в этих пацанов целился, которые пацаны, у меня родственники все живут там, где они живут. А если мы тут сейчас передадим Украине ее военные корабли, она тут же против нас их использует. Как-то некрасиво получится. Но к апрелю месяцу стало понятно, что Украина воевать за Крым точно не будет. У нее вообще уже другие проблемы появились на востоке страны. Поэтому можно было относительно безопасно передать Украине эти самые военные корабли. В конце концов, не будут же они на территории Донбасса военными кораблями воевать. Хотя в Приазовье, в теории, это было бы возможно. С другой стороны, в Приазовье Россия может просто не пропустить украинские военные корабли, потому что там Керченский пролив довольно узкий, и Россия может его контролировать. Правда, в какой-то момент процесс все-таки прекратился, и российские официальные лица заявили Украине, что оставшиеся украинские корабли Украине передадут в тот момент, когда они закончат боевые действия на востоке страны, на Донбассе. Но в целом ситуация получалась, конечно, интересной. С одной стороны, на территорию Украины, с территории Российской Федерации входит отряд Игоря Стрелкова, который захватывает город Славянск. С территории Российской Федерации тут же начинает поступать снабжение, военное снабжение, в том числе эту самому отряду Стрелкову, и в Донецк идет оружие. Но другой рукой Российская Федерация берет и отдает Украине ее военные корабли. Такая немного, наверное, шизофреничная политика, для простого человека она кажется шизофренией, потому что простой человек очень часто представляет себе государство как нечто единое. Вот есть Российская Федерация, это вот Россия, у нее одна, она как вот в компьютерной игре управляется одним человеком со своими интересами. Есть Украина, тоже одна, с цельными интересами, они вот, например, воюют, у них понятная политика. Но если вот так вот смотреть на это как на единое, то это, конечно, шизофрения, которая сохраняется до сих пор, когда Российская Федерация вроде с одной стороны воюет с Украиной, и Украина воюет с Россией, безусловные факты, в широкомасштабной войне. Но с другой стороны, транзит газа никто не отменял, по Украине идет труба, а за транзит газа по рыночным законам надо платить. Понятно, что если платить перестать, то Украина просто возьмет и эту трубу уничтожит. Ей эта труба нужна только потому, что за нее идет оплата. И Россия продолжает платить Украине за транзит газа. На эти деньги Украина, разумеется, снаряжает свои войска, которые идут воевать против Российской Федерации. Такая вот война сейчас происходит. Говоря о военных кораблях, можно, конечно, еще вспомнить Мистрали, которые Российская Федерация заказала у Франции, военные корабли, вертолетоносцы. Россия должна была их получить. Дорогущие корабли. Франция прямо вот в этот момент, пока на Донбассе идет война, готовит российских моряков к управлению этим военным кораблем. Потом вроде что-то как-то очухивается и говорит: нет, мы вам корабли не отдадим, но полностью вернем все деньги, которые вы нам заплатили, и заплатим какую-то неустойку. То есть, с одной стороны, мы осуждаем вашу агрессию, и военное оборудование вам поставлять не будем, но с другой стороны, рыночные законы таковы, что деньги мы, конечно, вам все вернем. Можете купить на эти деньги оружие в каком-нибудь другом месте. Ведь войну на Востоке называют гибридной. Мир живет по понятиям, продавая Мистрали. Европейские братья нас на газ променяли. Им тепло батареи, нам кредиты с нагрузкой. Только жаль матерей,
украинских и русских. 25 мая 2014 года в Украине на выборах президента в первом туре побеждает Петр Порошенко. Для Украины было очень важно избрать президента в первом туре выборов. Почему? Довольно банально. Потому что чем быстрее вы получите легитимного президента, тем лучше. А второй тур – это еще перенос выборов и, следовательно, перенос вступления в полномочия легитимного президента страны. Это, к слову, осознавали очень многие тогдашние политики Украины. И, например, чисто по социологии, по соцопросам, Виталий Кличко, тогдашний один из лидеров Евромайдана, лидер одной из фракций в парламенте страны, имел неплохие шансы избраться на пост президента. Но он на это не пошел именно для того, чтобы уступить свой возможный рейтинг Петру Порошенко, чтобы тот смог, выиграть в первом туре выборов. Порошенко тут же обещает быстро закончить антитеррористическую операцию. Были разные заявления и про АТО за 2 недели, и про АТО за несколько часов. Порошенко потом за эти заявления будет вынужден извиняться, но сейчас не об этом. Главное, что обещал, и у него были основания думать, что эти обещания он сможет исполнить. Сепаратисты на тот момент получали из Российской Федерации поток добровольцев, которые были действительно добровольцами. Неважно уж, за деньги, не за деньги, но это не были кадровые российские военные. Поток вооружений. Тут уже, видимо, постаралось отечественное государство. Но на этом, собственно, все. Ни поддержки артиллерии, ни поддержки, тем более, авиации. И нет, на тот момент не было поддержки кадровых российских частей. А если российская армия не вмешивается, то у украинской армии тотальное превосходство примерно во всем. И в живой силе, и в количестве стволов артиллерии, и в воздухе, и в возможности ротации этой самой живой силы, и ротации техники, выбывшей из строя, и в этой самой технике. Во всем украинская армия, конечно, армия многомиллионного государства, превосходила армию ополченцев. Поэтому Порошенко с самого начала с позиции силы предлагает свою мирную формулу. Ему бы хотелось, конечно, мира на Донбассе, но мира на своих условиях. Если коротко описать эту формулу, то она звучит следующим образом. Украинская сторона гарантирует, что все сепаратисты, наемники, ополченцы смогут выехать из области беспрепятственно. Тем, кто не совершил уголовные преступления, будет дана всяческая амнистия. Будут даны гарантии на использование русского языка. Будут расширены права местного самоуправления. И все. Мир, дружба, жвачка. Порошенко объявляет режим одностороннего прекращения огня, который, разумеется, не соблюдают ни сепаратисты, ни в итоге вооруженные силы Украины. В этот период вооруженные силы Украины не наступали на территории сепаратистов, но артиллерийские дуэли со всей силой продолжались. Как вы могли понять, мы ведь все-таки тут, и тут сейчас СВО, ДНР, ЛНР все еще существуют, мирный план Порошенко провалился. Но обе стороны использовали эту передышку для подготовки к новому этапу борьбы. Це не наші! Це не наші! В июле начинается наступление ВСУ. Надо сказать, довольно успешное. Захватывается Славянск, оттуда, из окружения выходит Игорь Стрелков со своими людьми, и это, надо сказать, его довольно большой успех, что он смог вывести их с относительно небольшими потерями. В остальном города вооруженными силами Украины занимаются фактически без боя. ВСУ попытаются сначала полностью отрезать ДНР и ЛНР от границы с Россией, предполагая, что если отрезать эти республики от границы, то, разумеется, они не будут получать снабжение и очень скоро будут вынуждены сдаться. Это у них сделать не получается. И тут на этом этапе впервые вмешивается российская артиллерия, которая, с территории России поддерживает сепаратистов. Но ВСУ не сдаются и решают сначала просто отрезать Донецк от линии снабжения с Большой землей, с Россией. И это у вооруженных сил Украины фактически получается. Игорь Стрелков уже заявлял о том, что Донецк фактически находится в оперативном окружении. И именно в этот момент Игорь Стрелков и Александр Бородай – это 2 гражданина Российской Федерации. Более того, 2 москвича, которые фактически руководили Донецкой Народной Республикой, покидают Донецкую Народную Республику. И в дело вступают российские войска. У украинских войск растянулись линии снабжения, они прямо в процессе своего наступления, и их довольно легко российские войска совместно с сепаратистами громят. Примечательно, что незадолго до этого ополченцы одержали местную победу под Саур-могилой. Они смогли окружить несколько сотен украинских военных. Украинским военным делать было нечего, и они пошли в сторону границы с Россией. Российская сторона приняла украинских военных,
накормила, обогрела и спустя несколько дней спокойно отпустила домой. Этот эпизод очень часто демонстрируют как доказательство того, что российские войска в итоге в конфликт в ДНР и ЛНР не вмешивались. Мол, как это так? Вот тут сейчас принимаем несколько сотен украинских военных и отпускаем их, а спустя несколько недель уже вторгаемся на территорию Украины. Довольно глупо. Но на самом деле, сам по себе тот факт, что Россия приняла украинских военных, ничего не доказывает. Начнем с того, что у нас есть огромная масса доказательств прямого участия российских войск в войне на территории Украины в августе 2014 года. Это и уникальные модификации танка Т-72, которые существовали только в российской армии. Это и захваченные российские пленные контрактники. Это и захваченная российская военная техника с журналом боевых дежурств и прочей документацией, которая доказывала общее происхождение этой техники. Можете объяснить? Это российская каска. Да, это момент происходит. Системы оснащения Да, России. вот Смотрите, наши войска материалы. разбили колонну, это 3 бронетранспортера, и вот российская каска, это остатки от того, что стали российских Жарилось солдат, так, там что- трупы. Это российская разгрузка. В том же камуфляже. Производство ООО «Батпром», город Казань. И пленные солдаты Российской Федерации также вы можете, я предоставил видео, посмотреть, мы захватили в плен живых российских солдат. Ребята, расскажите, каким макаром вы попали на территорию Украины? Сказали, приехали в Ростов, сказали учение. Ну и, наверное, тоже немаловажно, что сейчас, задним числом, уже в 2022, 2023 и в 2024 году главные ключевые фигуры русской весны уже признались, что да, российские войска входили на территорию Украины в августе 2014 года. У нас есть заявление и командира батальона «Восток» Александра Ходаковского. И тут случилось чудо, поступила помощь. Тогда, конечно, об этом было говорить не принято. Мы все время говорили, что мы своими усилиями, хотя это было, конечно, неправда. Зашли ограниченные ресурсы со стороны России и помогли нам эту ситуацию мало того, что удержать под контролем, но еще и ряд районов, вот такие как Новоазовский, Тельмановский, Старобешевский районы, они оказались полностью под нашим контролем. И заявление Павла Губарева, факела Новороссии, народного губернатора Донбасса. Вот эти 8 батальонно-тактических групп, которые зашли в ЛДНР в августе месяце, с середины мая, на полигонах Ростова готовили вот эти вот 6-8 батальонно-тактических групп. И заявление Игоря Стрелкова. Так или иначе, этого достаточно для того, чтобы однозначно сказать: да, российские войска участвовали в войне на территории Украины в 2014 году. Так зачем же Россия приняла эти несколько сотен украинских военных, спокойно их обогрела и, что самое главное, отпустила назад? Ну, на самом деле, это было довольно выгодно. Во-первых, это несколько усупляло бдительность украинского командования, которое видит это. И напоминаю, все действия украинского командования рассчитаны на то, что Россия напрямую не вмешается. Да, они уже знают, что с территории России украинские войска обстреливаются. Но с этим все равно можно жить. С этим все равно можно работать, и с этим все равно можно победить ДНР и ЛНР. Но был расчет прямой, что Россия не осмелится вторгнуться. И тут Россия берет и вполне себе довольно цивильно обращается с вашими военными. Конечно, это основание продолжать думать, что российские войска не вмешаются в конфликт, продолжать довольно рискованные атаки с довольно растянутыми линиями снабжения и продолжать рассчитывать на то, что Донецк удастся окружить. Во-вторых, это, конечно же, очень красивая картинка. Владимир Путин все еще надеется вернуть Украину в сферу своего влияния. И в этом плане ему очень важно, что там думает украинский электорат о нем. И несколько сотен украинских военных, некоторые из которых срочники вообще-то, которых Россия принимает, обогревает, кормит и отпускает, вполне себе нормальные доказательства того, что Владимир Путин – это друг Украине, а не враг ей. Ну и в-третьих, на международной арене у Владимира Путина на тот момент были уже довольно значительные проблемы. Если аннексию Крыма международное сообщество вполне себе проглотило, ограничившись небольшими санкциями, то вот тут вот недавно, пару недель назад, упал малазийский Боинг, и это было как-то совсем некрасиво. Хотя, казалось бы, это борт с чужими гражданами, который упал на территории чужого государства. Но все же Владимир Путин в тот же вечер на особом совещании выступает с заявлением по этому поводу. Вот вы можете сейчас посмотреть, как он выступает, и, видно его эмоции, видно некоторую растерянность. Это растерянный и по тону своего заявления. Объявляет минуту молчания на своем этом рабочем совещании. Но да,
Он не говорит прямо, кто сбил Боинг, но говорит, что ответственен в этом, в любом случае, тот, кто, мол, прекратил режим прекращения огня, свою мирную формулу прекратил и начал боевые действия. Так или иначе, мол, отвечает тот, кто начал войну. С точки зрения Владимира Путина, это Петр Порошенко. Безусловно, государство, над территорией которого это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию. А потом уже появятся истории про какого-то испанского диспетчера, который видел, как украинские истребители заходили на хвост Боингу. Появится история о том, что украинский штурмовик пытался уничтожить этот самый Боинг, он его и расстрелял. Потом появится история, что все-таки украинские ПВО ошиблись и уничтожили Боинг. В любом случае, это все будет потом. На тот момент Владимир Путин ограничился тем, что у них война началась, ответственен за это тот, кто войну начал. И да, это был, видимо, довольно серьезный удар для Владимира Путина, то, что пассажирский Боинг над Донбассом был сбит. Но подробнее про Боинг мы поговорим в рамках отдельного документального фильма о войне на Донбассе, который вскоре выйдет на этом канале. В Украине в эти минуты в президент-отеле продолжаются консультации в том же формате, что и предыдущие раунды. После вторжения российских войск ситуация была таковой, что самые боеспособные части ВСУ оказались на грани разгрома. Начинаются мирные переговоры. Владимир Путин, Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев прилетают в Минск. Туда же прилетают представители Евросоюза. Происходит это 26 августа. До этого Порошенко и Путин встречались в июне во Франции во время празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии. Там они обменялись просто дежурными приветствиями. А тут им предстоит настоящая, долгая, двусторонняя встреча. Но при этом по приглашенным гостям вы можете догадаться, что основной темой этих переговоров будет вступление Украины в Евросоюз. Подписание ей соглашения о Евроассоциации и чисто экономический вопрос. Площадкой был выбран Минск, и этот выбор абсолютно не случайен. На тот момент Александр Лукашенко в качестве посредника устраивал и Россию, и Украину. Сейчас это кажется странным, но на тот момент это было именно так. Почему? С одной стороны, у Лукашенко традиционно хорошие отношения с Российской Федерацией. С другой стороны, Лукашенко сразу же после Евромайдана признал новую власть, признал результаты Евромайдана, признал Александра Турчинова президентом Украины, пригласил его к себе и называл его господин президент. Всячески его, надо сказать, кстати, хвалил, говорил, что он очень хороший, набожный человек. Александр Лукашенко не признал вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Александр Лукашенко говорил, что сепаратистов, террористов, взявших в руки оружие, украинцы должны убивать, и так только с этим бороться. Тут позиция Лукашенко, в общем-то, ясна. Александр Григорьевич понимал, что Владимир Путин и Российская Федерация разыгрывает карту защиты русскоязычных. А вообще-то у Александра Григорьевича целая страна русскоязычных граждан. И если вдруг как-нибудь так обернется, и например, Лукашенко, который традиционно балансирует между Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией, ему, например, захочется больше уйти в сторону США или в сторону Евросоюза. Он, надо сказать, вполне себе способен на подобные финты ушами. В таком случае Российская Федерация вполне себе может разыграть эту же карту русскоязычных уже против Александра Лукашенко. И Лукашенко тут не может не сочувствовать Украине. Поэтому эта встреча важнейшая происходит в Минске. И в дальнейшем главные переговоры по Украине будут проходить именно в Минске при посредничестве президента Беларуси. Порошенко на этой встрече 26 августа находится в довольно двусмысленном положении. С одной стороны, вроде нужно обсуждать чисто экономические вопросы. С другой стороны, одна из сторон, с которой он должен обсуждать экономические вопросы, вторглась на территорию его страны. Он это знает. Он знает, что российские войска действуют на территории Украины. Но он об этом не говорит. Он начинает свое выступление с того, что нужно отказаться от взаимных обвинений. И вообще Порошенко ведет себя довольно осторожно. Говорит, что все экономические вопросы мы можем обсудить, все мы готовы сделать, чтобы российские экономические интересы были не ущемлены. Но давайте сейчас закончим войну на востоке моей страны. С другой стороны, есть Владимир Путин, выступление которого как будто бы взято из 2012 или 2013 года. Что тогда происходило? Тогда Янукович и его правительство шло в сторону евроинтеграции страны. Это интересно, учитывая, что Янукович избирался с использованием ресурсов Владимира Путина. Владимир Путин даже лично приезжал когда-то в Киев, чтобы поддержать Виктора Януковича. Но да,
Несмотря на это, Янукович пошел на евроассоциацию, в сторону евроинтеграции. Владимир Путин и тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев всячески выступали в тот момент, что евроинтеграция Украины – это опасно с чисто экономической точки зрения для Российской Федерации. Главный аргумент звучал следующим образом, мол, вы, Украина, с нами имеете беспошлинную торговлю. И вы хотите беспошлинную торговлю с Евросоюзом. Следовательно, к нам в Россию хлынут беспошлинно европейские товары. Мы к этому не готовы. Мы этого не хотим. Следовательно, вы не должны идти на евроинтеграцию. Тогда Янукович и его премьер-министр Азаров заявляли, что мы готовы поставить пункты досмотров, таможенные пункты новые. Мы готовы контролировать, чтобы к вам не шли эти европейские товары. Мы вообще готовы обсуждать все, что угодно, чтобы российские экономические интересы не ущемлялись. Но при этом мы шли в сторону евроинтеграции. Моя позиция такова. Любые разговоры о необходимости выбора Украины между углублением взаимодействия с государствами-участниками СНГ, а также Евразийского интеграционного проекта и Европой в корне неверны. То есть это довольно неожиданно, но на тот момент российская медийка на самом деле уже начала мочить, в общем-то, правительство Януковича потихоньку с его курсом на евроинтеграцию. А вот тогдашнему премьер-министру Азарову приходилось идти, например, на эфир к Владимиру Познеру, на российский федеральный телеканал, чтобы вообще объяснять позицию Украины, чтобы как-то оправдываться, чтобы показать, что, знаете, мы не так плохие, мы просто хотим евроинтеграцию, это в наших интересах, но мы при этом не против интересов России, мы и туда хотим, и так работать. Вот. Но Владимир Путин заставлял выбирать. В тот момент, в 2013 году, как вы знаете, Владимир Путин смог продавить Виктора Януковича. Да, было давление чисто экономическое, это давление ценой на газ, это давление, связанное с поставками товаров, с санкциями против отдельных украинских предприятий. В общем-то, чисто экономическое давление, которое, да, реально создавало угрозы для правительства Януковича. Янукович этому поддался, плюс кроме кнута там был вполне себе неплохой пряник в виде 15 миллиардов долларов кредита, довольно льготного. Надо сказать, что со стороны МВФ и Евросоюза таких вкусных предложений Януковичу не поступало. И вот теперь Владимир Путин снова возвращается к этой риторике. Но тут уже сложнее продавить будет Порошенко. Во-первых, потому что произошел на минуточку Евромайдан. Он не просто так называется Евромайдан. Вы можете понять, вся эта революция достоинства, как ее называли на Украине в тот момент, происходила ради евроинтеграции страны. Хотя вот праворадикалы из правого сектора прямо заявляли, что они вообще-то не выступают за евроинтеграцию. Они на Евромайдан шли чисто режим пошатать. Режим пошатать – это, разумеется, моя чистая оценка. А вот то, что они прямо заявляли, что они не за евроинтеграцию, это вполне себе верифицируемый факт. И Петр Порошенко, постмайданное правительство, уже подписало даже соглашение. И политическую часть соглашения с Евросоюзом, и экономическую часть соглашения с Евросоюзом. Но при этом вступление в силу экономической части соглашения с Евросоюзом Ангела Меркель отложила, говоря о том, что это может нарушать интересы Российской Федерации. Давайте мы сначала договоримся с Российской Федерацией, а потом у нас будет экономическое соглашение. И тут вообще надо, наверное, пару слов сказать о роли Ангелы Меркель во всем этом украинском кризисе. Меркель, глава крупнейшей страны Евросоюза, крупнейшей экономики Евросоюза, была, выражаясь политическим языком, голубем. Она выступала за всяческие уступки Российской Федерации, и ее можно было понять. У нее были чисто экономические интересы, которые показывали, что с Россией лучше дружить, а не ссориться. Меркель давила на украинское руководство, чтобы оно ни в коем случае не начинало войну из-за Крымского полуострова. Меркель откладывала болезненные для России моменты, связанные с экономической ассоциацией Украины и Евросоюза. Меркель и ее партия вообще-то одобрили постройку Северного потока-2. А Северный поток-2 позволял Российской Федерации снизить свою зависимость от украинского транзита газа. То есть тоже тут, конечно, она подыгрывала не украинской стороне, а стороне российской. Ну и, наконец, именно Меркель требовала от Украины, чтобы та согласилась на Минские соглашения. И более того, Ангела Меркель трактовала текст Минских соглашений по большей части так же, как и Российская Федерация. Разночтений у Меркель по Минским соглашениям с Украиной было гораздо больше, чем с Россией. Но я уже вижу множество комментариев на эту тему. Они уже наверняка написаны комментаторами, которые не досмотрели до этого момента. Ангела Меркель в 2022 году заявила, что
Минские соглашения дали украинской армии передышку, необходимую ей, и позволили Украине перевооружиться и успешно обороняться уже в 2022 году против войск Российской Федерации. Делала она это в интервью, где интервьюер явно ее обвинял в том, что ее реакция на российскую агрессию, как это называл интервьюер, была недостаточной. Так что, правда, что Минские соглашения и вся позиция Ангелы Меркель, а то есть во многом это позиция Евросоюза, была попыткой обмануть Российскую Федерацию и подготовить Украину к новой войне. Надо сказать, что это один из исключительных моментов, где я могу согласиться с Александром Григорьевичем Лукашенко, который по этому поводу высказался следующим образом. Меркель и Порошенко хотят показать свою значимость, что украинская армия, смотрите, воюет, сопротивляется, одной из сильнейших армий мира, потому что мы обманули тогда в Минске всех, и мир весь обманули, и Россию и так далее. Мелко и мерзко, не похоже на Меркель. Неправда, что они это делали для того, чтобы обмануть. Если предположить, что Меркель все это делала для того, чтобы подготовить Украину к войне с Российской Федерацией, то очень непонятны детали этого плана. Начать нужно с того, что в период с 2014 и по 2022 год Германия фактически не поставляла Украине летальные виды вооружений. Хотя, казалось бы, вот тут целый Минский процесс придумали, чтобы Россию за нос поводить, чтобы Украину к войне подготовить. Но почему-то вооружение Украине вы не поставляли. С другой стороны, в начале 2022 года Германия начала очень лихорадочно реагировать на начало так называемой специальной военной операции. Начали увеличиваться военные бюджеты. Оказалось, что не готово производство снарядов. Оказалось, что, в общем-то, нет вооружений, которые можно прямо сейчас передать Украине. И по количеству вооружений, которые Германия все-таки передала Украине, можно понять, что, кто-кто, а Германия к этой войне не готовилась. Короче, если Минские соглашения – это хитрый план по тому, как Украина победит Россию, то это очень плохой план. В исторической науке есть такое довольно очевидное правило. Самая простая, непротиворечивая версия, которая подтверждена наибольшим количеством исторических источников, берется как основная. Все остальные версии – это второстепенные версии, версии, которые, как правило, не входят в исторический нарратив, рассматриваются побочно. И в контексте украинского кризиса основной версией является то, что Германия действительно хотела мирно урегулировать конфликт на востоке Украины, потому что в этом были ее экономические интересы. Германия была не заинтересована в потоке украинских беженцев. Германия была не заинтересована в том, чтобы транзит газа через Украину прекращался. Германия была не заинтересована в разрыве экономических связей с Российской Федерацией. И именно поэтому Германия действовала как сторона, которая подыгрывала Российской Федерации и была готова поддерживать Украину ровно настолько, насколько это не противоречило ее экономическим интересам. Но мы отвлеклись. У нас август 2014 года и встреча Путина и Порошенко. После общей встречи, вот этой вот под камерами, где лидеры стран обсуждали экономические вопросы, произошла двусторонняя встреча Порошенко и Путина. Вскоре после этих переговоров Владимир Путин выступит с официальным заявлением, обращением к ополчению ДНР с просьбой предоставить украинским войскам, которые были окружены в Иловайске, коридор для выхода из города. Ополченцы согласились, и украинские военные согласились, но в последний момент выяснилось, что у ополченцев есть одно очень важное требование. Украинские военные должны выходить из окружения без оружия. В целом, действительно, украинским военным никто не обещал, что они смогут выйти из окруженного города со своим вооружением. Но с другой стороны, это была довольно унизительная форма капитуляции. Те же российские войска 2 года спустя будут позволять де-факто окруженным в Алеппо боевикам с оружием выходить из окружения. Это боевики в Сирии, а это украинские военные представители братского народа. Угадайте, кто выходит с оружием, а кто выходит безоружным. В итоге украинские силы пошли на прорыв по согласованному гуманитарному коридору, не дождавшись, пока, в общем-то, высшее политическое руководство договорится о том, как украинские войска будут выходить. И украинским войскам удастся выбраться из окружения, но с огромными, чудовищными по меркам той войны потерями. По меньшей мере, это сотни человек.
После того, как ситуацию с Иловайском решили, стороны выходят на первые минские переговоры, на подписание Минского протокола. Со стороны России протокол подписал посол Российской Федерации на Украине Михаил Зурабов. Со стороны Украины бывший президент Украины Леонид Кучма. Со стороны ОБСЕ дипломат Хайди Тельявини. И, в конце концов, со стороны ЛНР Игорь Плотницкий, со стороны ДНР Александр Захарченко. Оба без указания их официальных должностей, просто как частные лица подписались на этом прекрасном документе. После подписания документа режим прекращения огня вступил в силу в тот же день в 19:00 по московскому времени. И обе стороны его, как вы могли понять, соблюдали, не очень охотно, скорее не соблюдали в тот момент. Зато стороны провели линию разграничения. И это интересно, давайте на нее посмотрим. Во-первых, примечательно то, что украинские войска нависают прямо над Донецком. Они остаются в Донецком аэропорте. Донецк абсолютно становится не самостоятельным городом. Водоснабжение идет с украинской стороны. Луганск тоже остается не самостоятельным городом в полуокружении, как вы можете видеть. И тот тоже зависит полностью от украинской стороны. С другой стороны, мы видим, что сепаратисты нависают над Мариуполем, очень важным городом для Украины, и могут его в случае чего взять. Вообще, надо сказать, что тогдашний премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай позже уже заявит, что, в общем-то, Мариуполь было решено не брать по чисто экономическим причинам. Дело в том, что в ДНР было много предприятий, которые работали на экспорт и которые принадлежали украинскому олигарху Ринату Ахметову. Собственно, это предприятие, которое работает, которое дает выручку, рабочие места, кормит несколько тысяч человек. И важно, что Ринат Ахметов занимался чисто гуманитарной деятельностью, и по признанию Александра Бородая, Донецкая Народная Республика во многом жила на гуманитарную помощь украинского олигарха Рината Ахметова, что довольно интересно. Спасибо Ахметову, спасибо большое, что он, и низкий ему поклон. И дело было в том, что эти экспортные предприятия должны экспортировать свою продукцию в европейские страны. Для этого им нужен был большой крупный морской порт. При этом в Одессу Рината Ахметова, его предприятие, никто пускать не собирался. А вот в Мариуполь это его вотчина, это вот там вот можно сбывать продукцию. Но если эта продукция будет идти из Мариуполя, который под контролем Донецкой Народной Республики, то ни один европейский импортер, который хочет купить эту продукцию, ее не купит. Она будет, выражаясь бытовым языком, зашкварена. И именно поэтому, как говорит Александр Бородай, Мариуполь было решено не брать. Верить тут ему или не верить – дело каждого. В целом, гипотеза имеет право на жизнь. Но самое интересное в этой карте разграничения – это вот этот вот клин. Это Дебальцевский выступ. Он нависает прямо над линиями снабжения Донецка. В случае разморозки конфликта с этого выступа украинские войска в теории могут довольно быстро отрезать Донецк от большой земли. С другой стороны, у сепаратистов есть огромный соблазн срезать этот выступ и окружить украинские войска, которые там находятся. В дальнейшем мы к этому выступу еще вернемся. Ну а сейчас давайте посмотрим, что же стороны подписали в Минске. В Минском протоколе, к слову, очень много претензий, что его подписал с украинской стороны товарищ Кучма, хотя тут не столь важно, кто конкретно его подписывает. Мандат у Кучмы на подписание подобного документа был. Следовательно, документ является легитимным. Хотя, конечно, учитывая значимость этого документа, хотелось бы видеть среди подписантов, хотя бы министров иностранных дел, стран-участниц конфликта. В лучшем случае вообще хотелось бы президентов видеть. Но тут видите, какая проблема? Порошенко не будет подписываться на одном документе с Александром Захарченко и Игорем Плотницким, потому что, подписавшись с ними на одном документе, он покажет, что вот статус у нас одинаковый. И во многом именно из-за этого статус делегации был таким низким. Итак, в Минском протоколе у нас зафиксировано, что Украина должна провести децентрализацию, должна провести реформу местного самоуправления и должна дать отдельным районам Донецкой и Луганской области, сокращенно ОРДЛО, особый статус. Особенный интерес представляет еще два пункта этих самых соглашений. Это пункт 10. Вывести незаконные вооруженные формирования, военную технику, а также боевиков и наемников с территории Украины. Среди подписантов есть товарищ Кучма, представляющий Украину, есть сторона ОБСЕ и есть сторона Российской Федерации. Как вы думаете, от кого потребуется вывести свои войска и наемников с территории Украины? И что немаловажно, этот пункт вообще по факту, учитывая позицию сторон, невыполним, заранее невыполним.
Он обречен на невыполнение. Почему? Ну, давайте начнем с того, что Украина признает, разумеется, Крым украинским. Российская Федерация признает Крым российским. Следовательно, Украина будет требовать по 10 пункту вывода российских войск с территории Крыма. Российская Федерация на это не пойдет. Это противоречие было очевидно с самого начала. Этот пункт было фактически невозможно выполнить. Но еще интересен 12-й пункт. Это предоставить гарантии личной безопасности для участников консультаций. Разумеется, этот пункт явно запросил Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. И надо сказать, что если вы сторонник версии того, что Александра Захарченко взорвала украинская власть, СБУ, что они, конечно, отрицают, то этот пункт соглашения Украина нарушила. А вот Игорь Плотницкий чуть было не получил гарантии личной небезопасности от собственных подчиненных, когда в 2017 году в Луганской Народной Республике не произойдет военный переворот. Тогда Игоря Плотницкого отстранят от власти путем военного мятежа. Но не суть. Стороны из Минска разъехались, и Украина начала пытаться, кто-то может сказать, делать вид, но, по крайней мере, формально, давайте обозначим, выполнять Минские соглашения. Был объявлен режим прекращения огня. Сразу мы отметим, что в Минском протоколе был зафиксирован отвод тяжелых вооружений, но ни Украина, ни Донецкая Народная Республика, ни Луганская Народная Республика свои тяжелые вооружения отводить не собирались. В первую очередь потому, что посмотрите на этот самый Дебальцевский выступ и подумайте, что с ним хотят сделать обе стороны. Но на многих других участках действительно интенсивность боев снижается. 16 сентября 2014 года, меньше чем через 2 недели после подписания Минских соглашений, Верховная Рада Украины принимает закон об особом порядке местного самоуправления. Тот самый закон об особом статусе ОРДЛО. В дальнейшем, 7 ноября, Кабинет министров Украины, то есть правительство, уточнит, какие конкретно населенные пункты попадают под действие этого закона. Надо сказать, что закон принимался в Раде тяжело. За него проголосовало 277 депутатов, что чуть-чуть больше половины. Чуть-чуть это, собственно, на 2 депутата больше. При этом закон критиковался лидерами основных оппозиционных фракций в Верховной Раде. Особенно сильно его критиковал, например, Юлия Тимошенко и товарищ Тягнебок. Петра Порошенко обвиняли в предательстве. Петру Порошенко говорили, что он собирается сдать Украину Российской Федерации, что он признает сепаратистов, что это все неправильно, это всего делать нельзя. Взрыв-пакеты один за другим гремят у стен администрации президента Украины. Улица Банковая, как когда-то в феврале, снова в дыму. Так правый сектор выражает свое недовольство принятием законов об особом статусе Донецкой и Луганской областей и амнистии для ополченцев. Оба документа, предложенных Порошенко, Рада приняла накануне в режиме тайного голосования. Вони приймалися не за процедурою. Эти законы принимались не в процедурном порядке. Кто, как, почему принимал решение о том, что заседание будет закрытым? Кто принял решение выключить табло, на котором можно было посмотреть, кто и как проголосовал? Мы хотим знать поименно каждого, кто проголосовал за это позорное решение. Толпа подсказывает, за голосовала пропрезидентская партия «Удар». Дякуємо, пане Кличко. Спасибо пану Кличко. Теперь он слился в экстазе с коммунистами и регионалами. Но кто мог подумать полгода назад, что «Удар» в полном составе будет голосовать против Украины? Но Порошенко и лояльные ему депутаты все равно принимают этот закон. Что в законе, в общем-то, содержится по сути? Это гарантия использования русского языка, расширение местного самоуправления, гарантии особого статуса местных депутатов, что их нельзя отзывать, их нельзя решением из центра отстранить от власти. И, в общем-то, расширение прав отдельных районов Донецкой и Луганских областей. С другой стороны, Александр Захарченко ровно спустя месяц после принятия этого закона прямо заявил, что он его не признает. Почему? Захарченко заявил, что Донецкая Народная Республика – это независимое государство. И Украина может принимать какие угодно особые законы, а нас, сказал Александр Захарченко, это не касается. И это уже интересно. Александр Захарченко как будто бы не читал соглашения, которые он подписывал, потому что в них фактически прямо зафиксировано, что и Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика, которые названы в соглашениях ОРДЛО, на минутку, да, никто даже не вписал туда эти наименования ЛНР и ДНР, остаются в составе Украины.
Захарченко этого признавать не хочет. Надо сказать, что во время и первых, и вторых Минских соглашений на Александра Захарченко и на Игоря Плотницкого прямо давило российское руководство, чтобы они подписали документ, который они подписывать не хотели. Но Захарченко заставили подписать документ. Порошенко во многом заставили подписать документ, потому что это документ, который был подписан, пока Российская Федерация пистолет вот так вот наставила на украинское руководство в виде своей группировки войск. Было понятно, что Украина в случае прямой конфронтации с Россией дальнейшей будет только терять территории, поэтому Украина вынуждена принимать требования сильнейшего. С другой стороны, Захарченко, да, важнейшая тоже сторона формально этого конфликта, тоже также был заставлен подписывать эти соглашения, потому что он тоже полностью зависит от позиции России. Потому что если он не будет делать то, что говорит Россия, то Россия может прекратить поддерживать Донецкую Народную Республику, и все, на этом Донецкая Народная Республика закончится. Но Российская Федерация, скорее всего, не так сделает, потому что Донецкая Народная Республика ей нужна. Она, скорее всего, прекратила бы поддержку Александра Захарченко и каким-нибудь образом его устранила. И тут, к слову, мы вспоминаем ликвидацию Захарченко и версию о том, кто это сделал. Я не знаю, давайте сразу, кто убил товарища Захарченко, но и у Службы безопасности Украины, и у Российской Федерации была причина, по которой обе стороны могли бы это сделать. В дальнейшем Александр Захарченко сделает еще массу заявлений о том, что он не признает фактически Минские соглашения. То есть открыто это было не так. Открыто он говорил, что Минские соглашения нам, конечно, нужны, потому что прекратили гибнуть столь массово люди, потому что нам нужен мир, потому что все хотят мира. Но при этом тут же заявлял, что границу Украине мы не отдадим, хотя это прямо написано было в тексте Минских соглашений. Украинских флагов в Донецке больше никогда не будет, хотя, казалось бы, вы вроде по результатам Минских соглашений должны быть частью Украины, а у Украины есть флаг, и он должен висеть в Донецке. Режим прекращения огня Захарченко многократно угрожал сорвать, он угрожал вернуть себе территории всей Донецкой области, прямо говорил, что мы вот будем наступать на Мариуполь, более того, на Мариуполь он даже объявлял, как минимум один раз наступление, но через день передумал. Интересно, почему? Может быть, кто-то позвонил, одернул, не суть. Да что там Мариуполь, Александр Захарченко в своем порыве обещал... Взять Берлин. Я сейчас не говорю Киев. На самом деле нужно брать даже не Берлин, это нужно его пройти, взять Британию всю как таковую. Вот зло всей нашей российской, все нашей судьбы российской, это сидит, это англосаксы. Вот если мы его возьмем, по всем там нашим предсказаниям наступит золотой век России. С другой стороны, есть украинское руководство. И оно, представляете, тоже не горит желанием исполнять Минские соглашения. Потому что каждый раз, когда доходит до реального исполнения Минских соглашений, рейтинг действующей власти падает. Однажды дошло даже до гибели нескольких правоохранителей во время протестов. Мы об этом чуть попозже скажем. И, в общем-то, было понятно, что полное выполнение Минских соглашений – это частичное возвращение Украины в орбиту влияния Российской Федерации. Почему? Тут, наверное, надо объяснить. Дело в том, что Владимир Путин вообще политик довольно рациональный. Его рацио не всегда работает, не всегда его расчет оправдывается, но он пытается все рассчитать. Он понимает, что отрезав от Украины пророссийских избирателей в Крыму, а потом в Донецке и Луганске, он не очень помогает своему влиянию распространяться на территории этой самой Украины. Крым вернуть было невозможно. Но вот Донецк и Луганск к России никто не присоединял, и поэтому было бы желательно интегрировать их обратно в Украину, но на своих условиях. Что это за условия? Донецк и Луганск сохраняли свои вооруженные силы. Собственные, независимые вооруженные силы. Донецк и Луганск имели особый статус, который позволял им, независимо от того, что будет происходить в украинской политике, какая будет конъюнктура, поставлять своих пророссийских, исключительно, разумеется, депутатов в Верховную Раду, в органы различные, Украины. И таким образом это сильно увеличивало влияние пророссийских сил на Украину. Более того, конфликт, он бы оставался замороженным. Выполнение Минских соглашений не убрало бы, скорее всего, линию разграничения, не убрало бы вот эту вероятность разморозки конфликта. И страну вот с таким вот статусом, где у вас есть внутри страны отдельный кусок со своими собственными вооруженными силами, видеть в НАТО никто бы не захотел. Может быть, перспектива вступления в Евросоюз еще была бы возможной. Но вот перспектива вступления в военный альянс, была довольно сомнительной. Короче говоря, со всех сторон действительно победы. Вроде и русскоязычных защитили, статус русского языка отстояли, и Украину не потеряли, и как-то, может быть, там
один другой электоральный цикл, и снова какого-нибудь пророссийского политика выберем. Надо сказать, что все сегодня смеются, причем смеются и зетники, и товарищи там более проукраинские, и пророссийские, но с пацифистской позицией, смеются над российским влиянием в Украине. В первую очередь над Медведчуком и его там статьями прекрасными, которые он выпускает уже после освобождения из украинского плена. Но вообще-то надо признать, что у Медведчука и его сил были вполне себе серьезные успехи в продвижении российской мягкой силы. В 2019 году на выборах партия Медведчука занимает 2-е место. Это без избирателей Донецка и Луганска, которые вообще-то это самые населенные области Украины. И эти избиратели могли бы сильно улучшить результат ОПЗЖ. Но их не было. Но ОПЗЖ все равно занимает 2-е место. С другой стороны, в 2021 году рейтинги ОПЗЖ еще больше выросли. И по многим показателям они даже стояли на тот момент на 1-м месте, обгоняя правящую партию страны. Еще раз, зная этот факт, учитывайте, что все это могло происходить еще и с Донецком и Луганском в составе Украины, с избирателями, которые есть там, и с их особым статусом. А особый статус на территории Донецка, например, к слову, позволял бы манипулировать избирательным процессом. Даже в Российской Федерации, где нету никаких, почти нету никаких территорий на особом положении со своей личной армией, избирательным процессом манипулируют. Даже в Украине до 2014 года избирательным процессом манипулировали. Нам известно, что в 2004 году все это дошло аж до так называемой оранжевой революции. А тут у вас, внутри украинского государства, анклав со своей армией, со своими представителями этими, с опытом войны с Украиной. И они будут проводить избирательный процесс, будут им руководить. До чего же это доведет? А это что такое? А почему у вас так? А вот у меня... Вот я записал, вся моя семья. Надо сказать, что украинская сторона и ДНР и ЛНР с другой стороны не могли даже договориться о том, сколько избирателей, собственно, осталось на территории ДНР и ЛНР. То есть на территории ОРДЛО. Потому что понятно, что власти ДНР и ЛНР были заинтересованы в том, чтобы завышать эту численность, а власти Украины пытались эту численность или занизить, или хотя бы попытаться как-то реально оценить. Потому что было понятно, что численность населения с 2014 года там уменьшилась. А ДНР и ЛНР считали иначе. Их власти считали, что примерно так же и осталось. Как тут найти компромисс? По идее, надо какую-нибудь перепись провести, пересчитать. Кто будет это проводить? Есть прекрасный Александр Захарченко, Игорь Плотницкий, и эти пересчитают. В любом случае, возвращаясь к Минскому процессу, нам понятно, что Минский протокол ситуацию не исправил. Да, на некоторых направлениях боевые действия прекратились, но при этом стороны усиленно готовились к тому, что сепаратисты попытаются срезать Дебальцевский выступ. С другой стороны, у нас, опять же, сепаратисты наступают на Донецкий аэропорт. Им не хочется явно, чтобы прямо вблизи Донецка находились украинские войска, хотя эта проблема не решена для Донецкой Народной Республики за все эти уже 10 лет конфликта. То есть понятно, что Донецк остается прифронтовым городом, и именно этим во многом обусловлена его трагедия. Прифронтовой город регулярно страдает от боев, от того, что он находится именно на линии фронта. С другой стороны, украинские войска в любой момент готовы контратаковать. Сепаратисты могут выдохнуться, а у Украины есть Дебальцевский выступ, напоминаю, можно отправить Донецк в оперативное окружение. У Украины есть интерес и возможность окружить Луганск. Украина вообще-то не против все еще завершить конфликт силой оружия, потому что, может быть, сейчас Россия не вмешается, может быть, после того, как ДНР и ЛНР вроде как сами срывают Минские соглашения, вроде как сами пытаются наступать, получится, как минимум, что-то оторвать от ДНР и ЛНР в качестве наказания за такое поведение. Непонятно, в какой конкретный момент будут вмешиваться российские войска и будут ли. Тут нужно сделать, наверное, отступление сильное и сказать, что в июне 2014 года, как я уже сказал, Владимир Путин встречался с Петром Порошенко на праздновании 70-летия высадки союзников в Нормандии. Встречались они там не одни, а еще и, как минимум, с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом, главой Франции тогдашним. Там они образуют так называемый нормандский формат. Если вдруг не знали, вот откуда название формат нормандский. Потому что именно на этом праздновании 70-летия высадки в Нормандии он и был фактически образован. В дальнейшем именно эти 4 государства, именно в этом формате, Германия, Франция, Россия и Украина, будут решать важнейшие вопросы по урегулированию украинского кризиса. Но 2014 год заканчивается, начинается год 2015. В декабре 2014 года наблюдается затишье. Стороны как будто бы начинают выполнять частично режим прекращения огня. В январе 2015 года обстреливается автобус
пассажирский. Стороны обвиняют друг друга. Автобус был в глубоком украинском тылу и обстрелян был прямо возле украинского блокпоста. Возле блокпоста украинских военных. Число погибших во время обстрела автобуса под Волновахой увеличилось до 12 человек. 2 пассажира скончались в больнице. Среди жертв трагедии 14-летний подросток. С тяжелыми ранениями госпитализированы 16 человек. Сторона ДНР сначала заявила, что автобус обстрелян никакими ни градами, ни артиллерией, а его там из автоматной очереди попытались что-то там местные, видимо, правосеки или кто-то еще вот так вот напали на автобус. Потом появились видео из видеорегистратора автобуса и с местного поста ГАИ, где прямо видно, что да, был обстрел из градов, и автобус попал на него. С другой стороны, донецкая сторона, ДНР, взяли интервью, якобы, вроде действительно взяли, у водителя этого автобуса. И он заявил, что обстрел был именно блокпоста, из блокпоста просто мины как-то вынесло к автобусу, и вот из-за этого, из-за украинских все-таки мин, автобус был поврежден. То есть, в любом случае, понимаете, тут видно, что был обстрел со стороны Донецкой Народной Республики. Причем важно, что в тот момент направление обстрела выясняла ОБСЕ. То есть, специалисты ОБСЕ приехали и зафиксировали. Направление обстрела северо-восток. Все в целом логично. И Денис Пушилин, тогдашний виднейший деятель Донецкой Народной Республики, поблагодарил ОБСЕ за объективность и сказал, направление обстрела они выяснили точно. Но в дальнейшем просто ДНР заявила, там украинская артиллерия там, понимаете, тоже есть. Не только ж наша там артиллерия, поэтому это все равно украинцы. Эта ситуация вообще будет повторяться с завидной периодичностью и повторяется до сих пор. Если есть какой-то обстрел, где страдают гражданские, то это сделали кто угодно, но только не мы. После этого обстрела автобуса возобновляются боевые действия, возобновляются обстрелы с обеих сторон. ОБСЕ их фиксирует, честно, с обеих сторон. При этом важно понимать, что в 2015 году, в первой его половине, ОБСЕ фактически не допускались соприкосновения на осмотр мест прилетов, на осмотр того, как вы выполняете условия по отводу тяжелых вооружений именно со стороны Донецкой и Луганской Народной Республики. В отчетах ОБСЕ зафиксировано, что примерно в 80% случаев недопуски происходят со стороны ДНР и ЛНР. При этом, как вы можете понять, есть 20% случаев недопуска со стороны Украины. Тоже надо иметь в виду, что да, меньше, но тоже украинцы не везде позволяли ОБСЕ работать. И, наконец, в феврале на территорию ДНР и ЛНР снова прибывают российские войска для того, чтобы срезать Дебальцевский выступ. И, как вы могли догадаться, это у них вполне себе успешно получится. Дебальцево в какой-то момент окажется в оперативном окружении, и в то же самое время начнется новый переговорный процесс. Уже при прямом участии Германии и Франции. И при четком обсуждении этого процесса со стороны Порошенко и Путина. Будет очень хорошо, если закрепленные на бумаге пункты декларации трансформируются в реальную жизнь. И вот, пока российские войска совместно с сепаратистами пытаются полностью окружить Дебальцево, в Минске собрались высокие договаривающиеся стороны и начали переговоры. И с самого начала начались разночтения. Путин говорит, что украинские войска в Дебальцеве окружены, и они должны сложить оружие, так, мол, будет легче добиться мира. Порошенко звонит в Генштаб Украины, спрашивает, окружены ли войска в Дебальцеве. Ему там отвечают, что они не окружены. Путин на связи с военными. Ему подтверждают, что украинские войска в Дебальцеве окружены. Несколько десятков минут тратится на выяснение статуса Дебальцева. В конце концов, один из представителей украинского генералитета предлагает российской стороне приехать в Дебальцево и там провести следующий раунд переговоров. И, надо сказать, только по заявлению украинской стороны, точно мы не знаем, как было, с этого момента начинаются переговоры по существу. То есть российская сторона все-таки убедилась в том, что, видимо, не все так плохо у украинских войск в Дебальцеве. Надо вообще сказать, почему эти разночтения возникли. Дебальцево действительно находился в оперативном окружении. При этом из города был узкий коридор, по которому ВСУ вполне себе могли бы и выйти, и могли снабжать войска в городе. Но этот коридор практически полностью простреливался артиллерией. Поэтому формально это, как я и сказал, можно считать оперативным окружением.
Так что в каком-то смысле были правы обе стороны конфликта. Но при этом правоту украинцев еще подтверждает тот факт, что когда потребовалось, все-таки украинские войска смогли выйти из Дебальцева с относительно небольшими потерями. Под относительно я имею в виду относительно Иловайска, где они выходили действительно из окружения. Но пока украинским войскам был дан приказ удерживать Дебальцево до конца переговоров. Расчет украинцев следующий. Мы сейчас подпишем какую-то формулу, мирную формулу, политическую формулу. Соответственно, будет, разумеется, в этой формуле прекращение огня. И, следовательно, раз Дебальцево останется за нами, то и по результатам вот этих мирных переговоров линия разграничения пройдет таким образом, что Дебальцево останется под контролем ВСУ. В целом, логично. Но почему этот расчет не оправдался, скажем чуть позже. Минские переговоры длились примерно 16 часов. Это было довольно неожиданно для очень многих журналистов, например, которые туда приехали. И есть прекрасные кадры, как наши отечественные, украинские, белорусские и западные журналисты вместе весело спят в Дворце независимости в Минске. Все, разумеется, ждут какого-то результата. И, собственно, в конце концов, результат был получен. Были подписаны Минские соглашения. Очередные. В истории их назовут Минском-2. Первый пункт, и, наверное, самый главный для воюющих сторон, это режим прекращения огня. С 15 февраля вводился всеобъемлющий и незамедлительный режим прекращения огня. Но вот есть проблема. ДНР и ЛНР очень нужно Дебальцево. Это важный железнодорожный узел. Режим прекращения огня вступил в силу, а украинские войска все еще в Дебальцеве. Что делать? Они практически окружены. Это внутренний район Донецкой Народной Республики. Это такой оставшийся выступ. Да, он уже не такой большой, как был до наступления российских войск совместно с сепаратистами, но все еще, знаете, такой ощутимый клин в сторону ДНР. Недолго думая, Александр Захарченко объявил, что режим прекращения огня, он, конечно, всеобъемлющий, но как бы не совсем. Дебальцево в сделку не входит. В Дебальцево мы продолжаем наступление. Никакого прекращения огня в Дебальцеве не будет, потому что это внутренний район Донецкой Народной Республики, и ВСУ должны оттуда уйти. Разумеется, это было нарушением текста Минских соглашений. Вот прям, считайте, в первый же день после их вступления в силу. Но кого это волновало в тот момент? Украинские войска, надо сказать, ожидали такого сценария. Как будто бы было понятно, что такой важный стратегический пункт не отдадут просто ради соблюдения текста Минских соглашений. И спокойно эвакуировались по упомянутому коридору. В остальном Минские соглашения 2 во многом повторяли Минский протокол, который был подписан в сентябре 2014 года. Но была одна важная и существенная разница. Россия четко прописала, как и какие реформы должны произойти на Украине. Более того, Россия прописала не только механизм этих реформ, но и сроки реализации. То есть в такой-то срок должна проголосовать Верховная Рада за соответствующие изменения, в такой-то срок должна вступить в силу конституционная реформа, в такой-то срок должны пройти местные выборы. Надо сказать, что примерно все сроки сразу же сорвались, и в итоге самые важные пункты Минских соглашений выполнены не были. Но в теории, с точки зрения чистой дипломатии, это казус интересный. Ну вот представьте, стороны подписались в Минске, действительно вот подписались по воле президентов, а Верховная Рада отказывается голосовать за то, что прописано в Минских соглашениях. Что делать? Непонятно. Виноват ли Порошенко, который дал санкцию на подписание Минска, в том, что Верховная Рада его не голосует за то, что по его поручению подписал представитель Украины? Наверное, нет. Наверное, он не может отвечать за это. Но все равно Верховная Рада обязана. При этом важно отметить, что по законам Украины международные договора должны согласовываться с Верховной Радой. Верховная Рада должна их ратифицировать своим голосованием. Но было понятно, что Верховная Рада никогда Минские соглашения не ратифицирует. Она за них не проголосует. И тут правительство Порошенко сделало финт ушами. Оно заявило, что Минские соглашения – это как бы не международный договор, а декларация о намерениях. Просто там Украина объявила, что она намеревается проводить конституционную реформу, намеревается дать ОРДЛО особый статус и намеревается вот выполнять все то, что записано в Минских соглашениях. Поэтому с Радой согласовывать это не надо.
уже чувствуете, да, уровень надежности этого мирного договора. Самый конфликтный пункт, о который раз за разом будут ломаться попытки реализовать Минские соглашения, это пункт номер 9. Давайте я вам его зачитаю. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования, местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании закона Украины и конституционная реформа. К концу 2015 года, при условии выполнения пункта 11, в консультациях по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганских областей в рамках трехсторонней контактной группы. Что это вообще все значит? Ну, во-первых, тут четко прописаны условия, при которых Украина может вернуть контроль над своей границей. Сразу забегая вперед скажем, что представители ДНР и ЛНР открыто заявляли, что они никогда не передадут Украине границу. Сегодня был приказ о сформировании пограничной службы, которая будет нести службу на границе. Мы готовы заключить с Киевом договор, сами нести свою службу на своей территории. Поэтому ни один украинский пограничник на нашу землю не войдет. Разумеется, это тоже было заявление о срыве Минских соглашений. Но, опять же, кого это волнует, особенно в том контексте, когда сама Украина не особо спешит выполнять эти самые Минские соглашения. Так вот, в какой момент Украина сможет получить свою границу? Ну, после местных выборов, которые, да, там отдельно оговаривается, они должны пройти по законам Украины, но по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области. Обращаю ваше внимание, не представители ДНР и ЛНР, их в Минске просто нету. Ну, то есть, конечно, Захарченко и Плотницкий приезжают в Минск, но даже когда они подписывают это соглашение, о чем мы чуть позже скажем, они подписываются просто как физические лица, просто как частные лица, которые приехали. Не написаны их должности. ДНР и ЛНР в Минске не упоминались. И тут украинская сторона тоже совершает финт ушами. В чем дело? Тут формально Россия говорит, вы договариваетесь с ДНР и ЛНР, они вам говорят, как они хотят провести выборы, вы, собственно, с ними согласовываете и проводите выборы. Это согласование сразу же заходит в тупик. Представители ДНР и ЛНР не хотят соблюдать избирательные законы Украины. В частности, представители ДНР и ЛНР строго выступают против того, чтобы в выборах на территории ОРДЛО принимали участие все украинские партии. Аргументировалось это довольно просто. Мол, вот этих вот всеукраинских партий не было на территории ОРДЛО долгие эти месяцы войны. Соответственно, они как бы не имеют права принимать участие в избирательном процессе. Поэтому в ОРДЛО, по мнению ДНР и ЛНР, выборы должны проходить только по мажоритарным спискам. То есть только с именами конкретных кандидатов по конкретным округам и без вот этих ваших всяких партийных выборов. Хотя это предусмотрено и Конституцией, и избирательными законами, но представители ДНР и ЛНР требуют, чтобы все происходило совершенно иначе. Тут их можно понять. На самом деле ДНР и ЛНР, при том, что они были бы готовы, и по тексту Минских соглашений они должны были бы на процедуру выборов допустить наблюдателей ОБСЕ, то есть они были готовы не фальсифицировать сам процесс вот, опускания бюллетеней в урну и подсчет этих самых бюллетеней. Но в случае с чисто мажоритарными выборами они могли очень сильно повлиять на то, какие кандидаты будут на них выдвинуты. То есть у нас есть области, в которых нет украинской власти, нет украинских партий, нет их представительства. ДНР и ЛНР открыто заявляют, что они их не допустят. Нет украинских средств массовой информации, ДНР и ЛНР тоже заявляют, что они их не допустят. А есть какие-то вот мажоритарные округа, в которых какие-то люди местные должны выдвинуться. При этом, что за ресурсы они будут использовать? Ну, хорошо, если кто-нибудь бы выдвинулся, использовал интернет-ресурсы, и его при этом, не отправили куда-нибудь на подвал и не совершили с ним что-нибудь другое прекрасное. Но даже если бы это случилось, то его ресурсы были бы несравнимы с теми ресурсами, которые использовала бы сама ДНР и ЛНР для продвижения своих кандидатов. В общем-то, было понятно, что такие выборы по такому сценарию – это просто процедура аккламации, процедура подтверждения власти действующих политиков ДНР и ЛНР. Что Украина на это отвечает? Отвечает она, удивительно, но текстом Минских соглашений. Обратите внимание еще раз, не ДНР и ЛНР, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Что такое эти представители? В тексте Минских соглашений не сказано. А в Украину при этом из Донбасса отправилось несколько десятков тысяч беженцев. Причем
именно в Украину бежали в основном люди проукраинские. И Украина заявляет: слушайте, ну а почему мы должны слушать вас? Почему мы должны слушать представителей ДНР и ЛНР? У нас есть вот, например, журналист Денис Казанский. Он известный такой донецкий проукраинский журналист, который бежал из Донецка и четко настроен против ДНР и ЛНР. Почему он не представитель ОРДЛО? Он ведь вот там вот вырос, он там работал, он там прожил большую часть своей жизни, он из ОРДЛО. Давайте мы у него спросим, что он думает по этому поводу. Он согласен с нами. А вы кто? Почему вы решили, что мы именно с вами должны договариваться? Финт интересный. Причем интересно, что именно его озвучил Владимир Зеленский уже в 2019 году. Вот прямо он так довольно красочно сказал, что, мол, у него есть друзья из ОРДЛО. У него есть люди, которые сбежали из ОРДЛО, которые чисто проукраинские, это его знакомые, это люди, которые работают в том числе на 95-й квартал. Вот мы с ними можем поговорить. У нас зафиксировано, что мы должны прямые контакты с ОРДЛО. Россия нас обвиняет, что мы от этих прямых контактов отказываемся. Мы не отказываемся, вот просто мы других представителей выберем. Соответственно, этот пункт зашел в тупик, он остался невыполненным. Как его попытаются выполнить в дальнейшем, мы опять же поговорим, когда будем говорить уже об усилиях Зеленского и Нормандской четверки по какому-то мирному урегулированию. Еще один пункт, который также остался даже потенциально невыполнимым, это пункт 11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов. Снова появляются представители, которые, как вы помните, Украина может назвать одних представителей, а Россия, разумеется, имеет в виду ДНР и ЛНР. А также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании до конца 2015 года. В примечаниях указано, каким конкретно должен быть закон об особом статусе ОРДЛО, какие там права местному населению должны быть гарантированы. Собственно, в чем тут проблема? Тут по факту говорится о том, что Украина должна вписать вот этот закон об особом статусе, который продиктовала Россия, в свою конституцию. То есть стать вот прям постоянным каким-то и незыблемым элементом украинского государства. Мы чуть позже скажем, как выполнялось, какие попытки были это выполнить и обо что это все сломалось. Пока надо подвести какие-то итоги вот минским переговорам. Они закончились. Это важнейшие переговоры. Было понятно, что это серьезнейшая дипломатическая, политическая победа Российской Федерации. Российская делегация, когда выходила из кабинетов переговорных, была в очень приподнятом настроении. А вот не так давно мимо зала прошли Сергей Лавров, помощник президента Владислав Сурков, другие члены российской делегации, которые покидали расширенный состав переговоров. И вот, как успели выяснить агентства, прошли в довольно приподнятом настроении. В частности, вы уже говорили о том, что Лавров ответил на уточняющий вопрос СМИ, как идут переговоры лучше, чем просто супер. Владислав Сурков ограничился жестом, он поднял большой палец, показывая, что все, мол, идет хорошо. Украине придется принимать законы под диктовку Российской Федерации. Украине придется менять Конституцию. Украине фактически придется легитимизировать представителей ДНР и ЛНР. По крайней мере, на тот момент считалось так. Украине прямо сказали, что свою границу она не получит до того, как признает этих самых представителей ДНР и ЛНР. Украине придется понести все издержки, связанные с войной. Да, там в отдельных пунктах говорится, что вот Украина будет ответственна за все эти социальные выплаты, связанные с ОРДЛО, за все издержки войны, разумеется, и восстанавливать Донбасс должна будет именно Украина. Россия при этом выходит с чистыми руками. Она как будто бы остается не стороной конфликта, а лишь посредником между ЛНР, ДНР и Украиной. Причем важно отметить, в тексте и первого Минского соглашения, и второго Минского соглашения Россия занимала именно как будто бы посредническую роль. ОБСЕ там подписали, например, Минские соглашения, и Россия подписала. Это просто вот два посредника. Но при этом и в первом, и во втором Минском соглашении был такой пункт 2. Там упоминалось, какие тяжелые вооружения нужно отвести от линии соприкосновения.
И, разумеется, наверное, на самом деле для многих довольно неожиданно, там был упомянут РСЗО «Торнадо-С». Дело в том, что РСЗО «Торнадо-С» не стоял на вооружении Украины или Украинской Советской Социалистической Республики. И он, в общем-то, из всех сторон конфликта был на вооружении только одной армии – Российской Федерации. И подписав эти соглашения, вписав туда «Торнадо-С», Россия фактически призналась, что, как минимум, поставляет ДНР и ЛНР эти самые артиллерийские системы. Ну, а как максимум действует там сама со своими артиллеристами. То есть такой довольно интересный и специфический посредник получается. Надо сказать, что в тот момент, то есть в 2014 и начале 2015 года, Евросоюз, который действительно Франция и Германия занимали посреднические позиции в этом конфликте, не поставляли на территорию Украины никаких летальных видов вооружений. И вообще до 2021 года Украина это самое летальное западное вооружение практически не получала. Ты знаешь, Егор, очень много было разговоров о помощи западных стран украинской армии, да? И мы с Сашей прилежно занимались тем, что начиная с апреля мы искали следы, мы искали какие-то материальные следы. Вот из того, что мы нашли за это время, это, бляха «Летая Юсармия», такое ощущение, что сувенирка, и пластины из бронежилета, из бронежилетов металлокерамика. Явно, судя по клеймам. И техпаспорт на машину польский, который мы могли просто пригнать перегонщики из Польши. Все. То есть Украине много чего обещают, но ей так ничего и не дали. Начала она его получать относительно массово после сливов разведки США о том, что вторжение оно точно будет, Россия его точно готовит. И вот тогда, только в тот момент можно было сказать, что Украину начали накачивать оружием. Накачивать, забегая вперед, можно сказать, начали ПТРК и ПЗРК. То есть компактными противотанковыми ракетными системами и зенитными ракетными комплексами. То есть, чтобы сбивать танки и самолеты. Как с этой мощью предстояло бы наступать на Донбасс и Крым, на чем заявляет российская пропаганда, это довольно интересный вопрос. Хотя, конечно, ПТРК и ПЗРК – это не исключительно оборонительное вооружение, его можно использовать в целом и для наступления. Просто в контексте украинского кризиса и того положения дел на фронте, на замороженном фронте, которое было в 2021 году, ПТРК и ПЗРК выглядели как явная попытка защитить Украину от быстрого прорыва российских танков, поддержанных российской авиацией и, соответственно, такого блицкрига, быстрого разгрома украинской армии. В то же время, пока российская делегация праздновала свой триумф, Петр Порошенко выглядел действительно очень подавленным и расстроенным. И сохранились прекрасные кадры, где Петр Порошенко идет с Александром Лукашенко, и они общаются. И Порошенко говорит ему, что Путин ведет абсолютно нечестную, грязную игру. И Лукашенко говорит: «Я знаю». То есть, тоже интересная позиция Александра Григорьевича, который все-таки сочувствует Украине, потому что понимает, что да, отдельные районы Донецкой и Луганской области могут в какой-то момент превратиться в отдельные районы Витебской области. И там уже будет такая ситуация, и уже Лукашенко будет вынужден под диктовку Путина принимать какие-то законы. Но в Минске была одна проблема. Тексты согласовали, Украина подавлена, для Украины это катастрофа, для России это триумф. Несут тексты на подпись главам ЛНР и ДНР, и они отказываются их подписывать. Почему? Потому что главы ЛНР и ДНР уже вообразили себя главами независимых государств, местными царьками. Понятно, что ЛНР и ДНР – это абсолютно недемократичные проекты, в которых нет никаких альтернативных выборов, да, то есть людей, которые пытались, например, в ЛНР выйти на альтернативные выборы, их просто убивали. Действительно. В ДНР же даже Павел Губарев в свое время, народный губернатор Донеччины, человек, с которого началась русская весна. Именно он 1 марта начал этот процесс в Донецке. Именно он во многом сковырнул партию регионов. Он руководил первыми захватами административных зданий в Донецке. Человек-легенда, можно сказать. Даже его власти ДНР просто взяли и не допустили до избирательного процесса. Потому что не нужны им конкуренты. Потому что они там местные царьки,
которые планируют там долго сидеть в этих независимых государствах и хорошо жить. А тут они читают текст Минских соглашений, и там написано, что, во-первых, они остаются частью Украины, во-вторых, они должны провести какие-то выборы под контролем ОБСЕ, в-третьих, Украине в какой-то момент будет передана граница, контроль над границей, и они все-таки окажутся с Украиной один на один. Им, конечно, это очень-очень не нравилось. Владимиру Путину приходилось лично уговаривать представителей ДНР и ЛНР. Можно только догадываться, какие аргументы озвучил Владимир Путин. Возможно, объяснили, в чем нюанс про выборы, как эти выборы не представляют главам ДНР и ЛНР угрозы. Возможно, Путину приходилось и угрожать главам ДНР и ЛНР. Тут поле для домыслов. В целом, арсенал угроз у Владимира Путина для глав ДНР и ЛНР был огромным. Было понятно, что это абсолютно не самостоятельные республики, которые в важнейших вопросах вынуждены подчиняться Российской Федерации. Когда мы сели за стол вместе с Плотницким и Захарченкой подписывать документ, то они сделали заявление: мы этот документ подписывать не будем, нас он не устраивает. И начали с того, что вот ваши сегодня в котле, у железнодорожной станции главный узел на Донбассе. Мы им предлагаем записать, что они поднимают ручки, сдают оружие, мы их с Богом отпускаем, ну и так далее по этому документу. Ну, конечно, это была немая сцена, в принципе, в том числе сразу же информацию получила четверка. Чуть ли не разъехались снова, так сказать. Ну, тайм-аут взяли, так сказать. И единственное в этом документе изменилось. Единственное. Хотя замечаний было со стороны Донбасса много. Вместо 14 числа с 8:00 прекратить всякие военные действия, появилось время 0 часов 15 числа. Или мы начали 24 часа 14 числа. Вот это единственное, что изменилось в том документе. Но вот эта ситуация настолько повлияла и на главных переговорщиков, что они должны были выйти вчетвером перед всей прессой, а прессы там было до 500 человек, и объявить такое решение, и благословить это решение. Но каждый потом выступал в одиночку. И вот соглашение подписано. Стороны разъехались. Прекращение огня какое-то худое, бедное, но после выхода украинских войск из Дебальцева стало соблюдаться. И Минский процесс, кто бы мог подумать, засбоил. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. Закон об особом статусе Верховная Рада приняла. Но в Минских соглашениях было написано, что он должен быть постоянным. Верховная Рада приняла закон временный, который она продлевала каждый год. Последний раз она его продлевала в 2022 году, и закончил он действие уже, соответственно, 31 декабря 2022 года. В 2023 году закон об особом статусе ОРДЛО уже перестал действовать. До этого стабильно действовал, и все те гарантии, которые Россия затребовала для ОРДЛО, они были прописаны в украинском законодательстве. Временный закон вот этот, с продлением, он Россию и ДНР, ЛНР не устраивал. Потому что сейчас есть закон, а в следующем году вы его, например, не станете продлевать. И что нам делать? И уже как будто бы гарантий никаких нет. Соответственно, нужно было реформировать Конституцию и вносить закон об особом статусе туда. 31 августа Верховная Рада собирается, чтобы проголосовать за это решение. Тут же скандал. Оппозиционные депутаты пытаются сорвать заседание Верховной Рады. Рядом на площади собрались националисты, представители в основном партии «Свобода» и сторонники, всякие ветераны АТО, ветераны добровольческих батальонов, и говорят, что это зрада, это предательство, это нельзя принимать этот закон, вы предаете Украину, вы сейчас инкорпорируете ДНР и ЛНР в нашу страну, и это вообще предательство, вы сдаете нашу страну Москве. Закон все-таки принимают. Какое-то большинство депутатов набирается. Но надо сказать, что в итоге внести закон об особом статусе в Конституцию нужно будет 300 голосов депутатов Верховной Рады. Столько Порошенко не набрал. Но, условно, до 31 августа шансы были. Что происходит дальше? Дальше у нас толпа националистов наступает на Верховную Раду, вступают в столкновение с Нацгвардией, с представителями правоохранительных органов Украины, стычки, драки.
попытки разгона, и в какой-то момент со стороны националистов в сторону нацгвардейцев летит граната, боевая граната. Итог – 4 погибших нацгвардейца. Дальше разгон, события ужасают всех, и правящая коалиция Верховной Ради из-за этих событий распадается. У Порошенко больше нет ни единого шанса протащить закон об особом статусе в Конституцию. 300 голосов депутатов у него нет. При этом надо сказать, что потом представители Украины как-то пытались заявлять, знаете, может быть, по Минску и не обязательно в Конституцию вносить закон об особом статусе, но и Россия, и Германия, Ангела Меркель тоже неоднократно заявляла, что нет, закон об особом статусе должен быть в Конституции Украины. Но как это сделать? Есть Рада, она не голосует. Есть президент, он не может с этим ничего сделать. Что, надо вводить российские войска, надо переизбирать Раду, переизберут Раду, она снова не проголосует. Как решать вот этот вот конфликт? Непонятно. Теперь мы слышим от наших партнеров, в том числе из Соединенных Штатов и из Европы. Но вы знаете, там сложная внутриполитическая ситуация, они не могут, а мы-то здесь при чем? Касательно децентрализации, реформу Украина провела. Действительно, больше власти спустили на места, бюджеты перераспределили в пользу местных бюджетов. Такая масштабная реформа, децентрализация. Я думаю, что нет никаких возражений ни у кого. Действительно, довольно серьезная реформа положительно сказалась на местном самоуправлении и на ощущении местных жителей себя частью Украины, потому что они стали ее управлять в большей степени. Только опять же, эта реформа была проведена не в конституционном порядке. Изменений в Конституцию не вносилось. Это отдельные законы, которые принимала Верховная Рада. Сегодня они есть, а завтра их могут отменить. А в Минских соглашениях прямо написано «конституционная реформа». А конституционную реформу Украина не может провести. Тут можно долго спорить. Не хочет, не может. У вас может быть разная точка зрения по поводу самостоятельности Верховной Рады. Может, кто-нибудь скажет, что это просто лица, которые контролируют депутатов, не захотели. Может быть, сам Порошенко не захотел. Но надо сказать, что, судя по всему, что мы видели, Порошенко-то хотел выполнить Минские соглашения в какой-то мере, в той, в которой записано в 9 и 11 пункте. Пытался, честно, внес законы, его фракция честно голосовала, Более того, они честно переманили несколько представителей других фракций, которых потом из их фракций исключали за то, что они поддержали закон Порошенко, поддержали выполнение Минских соглашений, хотя не согласовывали это со своими депутатами, со своими коллегами-депутатами по фракции. То есть, действительно, усилия были приняты. Не получилось. Вот так вот. Переговорный процесс остановился, Минские соглашения выполнить невозможно. От них прямо никто не отказывается. Украина заявляет, что да, мы продолжаем выполнять Минские соглашения, потому что Украине нужно было прекращение огня от этих Минских соглашений и в целом обмены производить в рамках трехсторонней контактной группы, и пытаться как-то получить послабление по тексту Минских соглашений. Мало ли, Россия решит все-таки уступить. Россия заняла выжидательную позицию, мол, там какой-нибудь тренд сменится мировой. Например, он сменился в 2018 году, когда был чемпионат мира по футболу. Он проходил в Российской Федерации, и, разумеется, в этот момент симпатии международного сообщества были скорее на стороне Российской Федерации. Это очень сильно играло ей на руку. Плюс, надо сказать, что Российская Федерация делала ставку на пророссийские силы, на ОПЗЖ, на партию Медведчука, который являлся и является до сих пор кумом Владимира Путина, его, видимо, близким другом, фактически не кровным, но родственником, частью семьи, и вваливает туда деньги. То есть Россия просто ждет электорального цикла. Мол, сейчас новые выборы в Раду, новые выборы президента, и президента какого-нибудь, может быть, выберем полояльный, и Раду какую-нибудь по покладистей, и больше там будет людей, которые за Минские соглашения, а не против, и в итоге как-нибудь протянем. Тут хорошо бы вспомнить высказывание Суркова. Владислав Сурков в тот момент был куратором украинского вопроса, был советником президента России по вот этому направлению, курировал ДНР и ЛНР, и он уже после начала специальной военной операции заявил, что при подписании Минских соглашений они предполагали, что Украина их не будет выполнять. То есть, что Минские соглашения выполнены не будут. Тут, конечно, тоже можно было бы посомневаться в искренности этих суждений. Надо сказать, что, учитывая, что Сурков курировал ДНР и ЛНР, а представители, в частности ДНР,
прямо заявляли, что они не хотят выполнять Минские соглашения. Это в целом как будто бы ложится в общую логику, что, может быть, действительно Сурков считал, что Минск выполнен не будет, и они как-нибудь политический кризис какой-нибудь в Украине устроят на теме выполнения Минских соглашений, и так смогут как-то выиграть себе политические очки. Но я лично немного сомневаюсь в этом. Мне кажется, что большая вероятность того, что Сурков тут имеет те же мотивы, что и Меркель, что и Порошенко, пытаются просто свое поражение, свой провал, а именно недостижение целей Минских соглашений, не выполнение их, провал переговорного процесса, списать на хитрый замысел. А мы так все изначально задумали, а мы изначально все знали. Просто вот такие мы умные, хитрые и мудрые. И вот пока Россия выжидает, конфликт замораживается. Надо сказать, что число жертв сильно сокращается. Пиковое число жертв – это, конечно, 2014 год. Несколько месяцев идут боевые действия. Потом в 2015 году первые 2 месяца идут активные боевые действия. Потом спад. 2016 год – еще меньше погибших. В 2017 году небольшая разморозка конфликта. Силы Российской Федерации, тут спорно, чистая сила сепаратистов, сепаратисты, поддержанные Российской Федерацией. Так или иначе, происходит наступление на промзону в Авдеевке. Там спорно, кто первым начал. Мы это опустим, это сейчас нам абсолютно не важно. Главное, что небольшая разморозка конфликта была, но вскоре конфликт оказался снова замороженным. В 2017 году происходит еще одно важнейшее событие в рамках замороженного конфликта. ЛДНР предыдущие 2 года не разрывали экономические связи с Украиной, хотя стороны ожесточенно воевали, убивали тысячи солдат друг друга. Украинские СМИ называли ЛДНР не иначе, как террористическими группировками. СМИ ЛДНР называли киевскую власть не иначе, как фашистской хунтой. Но экономика, она про совершенно другое. ЛДНР не может самостоятельно сбывать свою продукцию на внешний рынок. В первую очередь речь идет об угле и продуктах металлургии. Чтобы предприятия работали, нужно, чтобы их товары шли на украинскую территорию и или покупались Украиной, или через украинские порты шли в Европу. Это позволяло правительствам ЛДНР хоть как-то поддерживать свою экономику. Плюс владельцы предприятий, вроде Рената Ахметова, помогали местному населению гуманитарной помощью, за счет которой многие люди физически выживали эти 2 года. Что получала Украина? Во-первых, предприятия продолжали платить налоги в киевский бюджет. Во-вторых, Украина получала дешевые энергоносители из Донбасса. Но глобально было понятно, что это сотрудничество было нужнее ЛДНР, нежели Киеву. В конце декабря 2016 года таким положением дел возмущаются ветераны АТО. К ним присоединяются различные националисты и радикалы, которые начинают самовольно блокировать поставку товаров в ЛДНР. Тут же записываются различные обращения ветеранов и действующих военных к президенту Украины с требованием прекратить торговать с ОРДЛО. Поначалу правительство Украины сопротивляется деятельности активистов. Происходят массовые задержания людей, которые занимаются блокадой. Премьер-министр на различных телеканалах пытается убедить оппонентов в том, что блокада вредна Украине. При этом идею блокады поддерживают многие депутаты Верховной Рады и некоторые представители силового блока. Например, бывший исполняющий обязанности президента страны, а на тот момент председатель СНБО Александр Турчинов. Он с первых же акций протеста высказался за блокаду. Турчинов обосновывал это хорватским опытом. Хорватия в свое время действительно вела жесткую экономическую блокаду против сербских сепаратистов. В конечном итоге Хорватия восстановила территориальную целостность страны. Правда, в ходе того конфликта Хорватия отметилась еще и массовыми этническими чистками, но об этом Турчинов не вспоминал. Пока внутри Украины шла борьба на тему, где поставить запятую в предложении «торговать нельзя блокировать», власти ЛДНР пошли на те самые попытки продвинуться в районе Авдеевки. Справедливости ради надо отметить, что в 2016 году некоторые продвижения в этом районе совершали вооруженные силы Украины. А в конце концов власти ЛДНР пошли на национализацию украинских предприятий в республиках. Сначала они объявили ультиматум владельцам этих предприятий, мол, вы должны платить налоги в бюджет ЛДНР. Разумеется, владельцы, которые ведут бизнес по всей Украине, на это пойти не решились. В итоге, на 3-й год существования народных республик, в них все-таки, отобрали собственность участия украинских олигархов. Именно это поставило окончательную точку в дискуссиях внутри украинского общества. Власти ЛДНР очень упростили Киеву решение задачи, и запятая встала на свое место.
торговые связи с Донбассом были разрушены. Восстанавливать их будет уже новый президент Украины Владимир Зеленский. 2018 год. У нас из примечательного, наверное, только попытка украинских военных кораблей проплыть через Керченский пролив. Тут важно объяснить, что Украина считает Крым своим и соответствующим образом от этого считает своими территориальные воды возле Крымского полуострова. Россия считает Крым своим и считает, что Украина должна в разрешительном порядке проплывать через Керченский пролив. Вы видели наверняка это видео, где у нас прекрасно корабли сталкиваются, да, Россия таранит украинские корабли и арестовывает моряков, арестовывает корабли. И на этом, в общем-то, весь конфликт заканчивается. И все как-то не очень хорошо в отношениях России и Украины. Наступает 2019 год, президентские выборы в стране, на которых побеждает Владимир Александрович Зеленский. А какие есть пути? Вот сколько ты читаешь, видишь, а какие вообще есть формы? Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной я вообще против, потому что я такой человек. Я, может быть, там жесткий как руководитель в квартале, но я очень либерален. И я считаю, что вообще вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель. Сохраним людей. Поэтому любой вариант, мы туда пойдем, армия, я убираю. Экономику строить, правда? Раз. Второе, придется говорить. Придется говорить, мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым, готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Зеленский избирается на пацифистской риторике. Он заявляет, что он сделает все ради того, чтобы в Украине наступил мир, чтобы ОРДЛО возвратилось в состав Украины, реинтегрировать эти территории. Донецк и Луганск должны быть украинскими, причем абсолютно мирно, путем переговоров, и Владимир Александрович ни перед чем не остановится. Во многом он и выиграл Порошенко на этой самой риторике. Надо сказать, что Владимир Александрович прекрасно собрал голоса жителей Востока Украины. Например, абсолютный триумф у Зеленского был в городе Мариуполе. Это крупнейший город Донбасса, который был подконтролен Украине на тот момент. Президент Владимир Зеленский впервые с момента вступления в должность посетил Донецкую область. Он прибыл в Мариуполь, где во втором туре выборов за него проголосовало 90% жителей, в день празднования освобождения города от ДНР. Я вас приветствую. Это большой праздник. 5 лет с освобождения Мариуполя от сепаратистов, от разных террористов. Вы свободные, вы настоящие украинцы. Спасибо вам за то, что вы сохранили Мариуполь. И Мариуполь – это навсегда Украина. В других частях востока страны у Зеленского тоже прекрасные результаты. И соответствующие ожидания появились у российского руководства. Опять же, насколько мы тут можем верить Александру Лукашенко? Лукашенко прямо заявлял, что у Путина очень серьезные были ожидания от фигуры Зеленского и от того, что он, сможет выполнить, как-то продвинуться в плане выполнения Минских соглашений. Соответствующее заявление делает Владимир Путин. Владимир Путин очень аккуратно заявлял о новом президенте Украины. Он прямо на своих открытых пресс-конференциях старался не конфликтно к этому вопросу подойти, потому что ему нужно было, чтобы Зеленский заимел какую-то базовую симпатию, сигнал к тому, что Путин готов к переговорам, аналогично и Зеленский по отношению к Путину. И тут размораживается нормандский формат. 2019 год. У нас снова собирается Путин, Меркель, Зеленский и Макрон, который сменил на посту президента Франции Франсуа Олланда. Стороны тут же идут на уступки друг другу. Российская Федерация обменивает украинских моряков, которых она арестовала в 2018 году, выдает их Украине. Украина выдает каких-то задержанных лиц ДНР и ЛНР. Зеленский пытается выполнить, с его точки зрения, наверное, главный пункт Минских соглашений. Прекращение огня, отвод тяжелых вооружений. Он лично едет на фронт. И вот эти вот знаменитые кадры, где он говорит: я ж не лох, я президент этой страны. Он лично контролирует, чтобы военные убрали оружие и отвели его за соответствующие линии. Начинается какое-то разминирование в
некоторых частях линии соприкосновения, а важно понимать, что вообще после заморозки конфликта мины и неразорвавшиеся боеприпасы – это одна из самых страшных вещей для мирных жителей. Именно из-за них гибло больше всего людей, например, в 2020 году. Поэтому очень важно было разминировать эту территорию. А территория Донбасса на тот момент это была самая заминированная территория Европы вообще. Тоже понятно, почему обе стороны готовятся к тому, что или те попытаются взять реванш, то есть ДНР и ЛНР у нас несколько раз пытались возобновить конфликт, да, и заявляли о том, что мы ДНР и ЛНР же важно понимать, что конституционно они считали, что они должны существовать в границах Донецкой и Луганской области, административных украинских. Но контролировали они меньшую часть этих областей. Поэтому регулярно заявлялось, вот у вас есть Мариуполь, а это наш Мариуполь. Отдайте его, это наша территория, территория Донецкой Народной Республики. Славянск – это вообще символ нашей русской весны. Почему там украинские войска? Они должны быть нашими. Также и с Луганской областью, которая вообще большая ее часть, подавляющее большинство Луганской области, она находилась под контролем Украины. Да, крупнейший город Луганской области, собственно, Луганск, находился под контролем ЛНР. А все остальное было под украинскими войсками. И тоже были соответствующие заявления. Ситуация, которая сейчас разворачивается в Минске и, самое главное, на линии соприкосновения, она может в любой момент взорваться, и поэтому разговоры о Минске могут быть просто уже нелепы и не нужны. Все зависит от той остановки, которая будет на фронте. С другой стороны, Украина. Тоже можно было ожидать от нее попытки реванша, что она как-нибудь там случится политический кризис в Российской Федерации. России будет не до того, например, да, чтобы защищать ДНР и ЛНР. Еще что-нибудь случится. Вот. И Украина возьмет и атакует ДНР и ЛНР. Тут давайте остановимся на усилиях Зеленского и упомянем тему миротворцев. Эта тема регулярная, я замечаю, отслеживаю дискуссию между там проукраинскими гражданами и гражданами пропутинскими. Там регулярно всплывают миротворцы. Такой аргумент, в частности, украинской стороны, что, мол, если Украина виновата в конфликте, то почему Россия блокировала инициативу Украины по миротворцам? Это иронично, потому что обе стороны, и Россия, и Украина, заявляли о том, что они за миротворцев. С важным различием. Владимир Путин считал, что миротворцы ООН, то есть действительно вооруженные, вот эти голубые каски, должны присутствовать на Донбассе только для того, чтобы обеспечить безопасность миссии ОБСЕ. Владимир Путин предлагает им придать какой-то небольшой миротворческий контингент. И, соответственно, миротворцы могут быть только на линии разграничения Украины и ДНР и ЛНР. Украина же хочет, чтобы миротворцы находились на всей территории ОРДЛО, и в том числе вдоль границы с Российской Федерацией. Потому что Украина четко считает, что Российская Федерация – это сторона конфликта. Разумеется, Россия этого не хочет. Потому что в случае каких-то боевых действий Россия не сможет поддержать Донецкую и Луганские народные республики. Им придется вступить в конфликт с миротворцами ООН. Это все как-то очень некрасиво. Это все усложняет ситуацию. Это им не надо. Надо сказать, что вообще опыт миротворческих миссий ООН показывает, что даже если они стоят на линии разграничения, в случае реальных боевых действий голубые каски просто собираются и отступают вместе с отступающей армией. То есть, условно, если бы они стояли на линии разграничения и украинские войска действительно начали бы наступать, голубые каски бы просто отступали бы вслед. В аналогичной ситуации в случае наступления ДНР и ЛНР они бы продвигались в сторону украинских войск. Так же абсолютно. Почему я это говорю? Потому что по опыту использования голубых касок в Югославии это четко видно. Голубые каски не очень стремятся вступать в конфликт, они не очень стремятся открывать огонь, они не очень способны вообще предотвратить крупные наступления крупных масс войск, разумеется, да, в силу своей малочисленности и маловооруженности. Вот. И во время операции «Буря» в Хорватии, когда хорваты просто резко внезапно решили ликвидировать сербскую автономию, там были миротворцы ООН. Просто они оказались бесполезными. Они просто не смогли ничего сделать и предотвратить ужасные действительно события, фактически этнические чистки. Самый, наверное, известный эпизод Боснийской войны, массовое убийство в Сребренице, произошло тоже при попустительстве голубых касок. То есть сербы вошли в Сребреницу, там были голландские голубые каски,
И, они просто понаблюдали, как сербы там, в общем-то, промышляют своими плохими делами. Да, и в итоге действительно несколько тысяч человек погибло. Так что опасения от Российской Федерации понятны. Куда больше вероятность, что голубые каски нужны Украине просто, чтобы они зафиксировали, что российские войска действительно передвинулись на территорию ДНР и ЛНР. Россия, разумеется, была готова в случае чего двигать войска. То есть в случае любого напряжения на востоке страны Россия бы передвигала войска на территорию ДНР и ЛНР. Только если в 2015 и в 2014 году она это делала, но отрицала это, то есть говорили, нет, это не наше, те, кого вы в плен взяли, это просто заблудились люди, Владимир Путин прямо это заявлял, да, а те, кого вы в плен не взяли, вообще, о чем можно говорить, Захарченко там заявил, что это отпускники, вообще люди в отпуск просто уходили, представляете, да, военнослужащий, контрактник СРФ уходит в отпуск и едет воевать в Украину. Вот это прямое заявление Захарченко. Надо сказать, что по законам Российской Федерации это было запрещено. Российскому военнослужащему запрещено принимать участие в конфликте во время своего отпуска на территории другой страны. Просто нужно получать разрешение соответствующее. Это в целом понятно. Представляете, если бы российские военные в отпуска ехали бы воевать не против Украины, да, на территории ДНР и ЛНР, например, против какого-нибудь союзного России государства. Например, там Тайвань платил бы невероятные десятки, сотни тысяч долларов и во время какой-нибудь эскалации привлекал бы вот так вот российских отпускников, и КНР бы обнаружила, что в Тайване там какие-нибудь российские летчики, или что-нибудь подобное. Короче, понятно, что любое государство хочет себя от подобного застраховать и вводит соответствующие законодательные нормы. В случае же, если голубые каски стоят на границе, отмазываться так уже будет сложнее, потому что они, конечно, бесполезные, но колонны военной техники, которые едут в сторону границы и пересекают эту границу, они все-таки зафиксируют. Поэтому миротворцы были изначально как будто бы мертворожденным проектом. Какая-то незначительная вероятность того, что все-таки их ведут для защиты миссии ОБСЕ была, но не выгорела. Причем, надо сказать, что и сам Захарченко, представитель ДНР и ЛНР, прямо заявляли, что если они увидят представителей миссии ОБСЕ вооруженными, а было предложение вместо вот этого просто ввести вооруженную миссию ОБСЕ, чтобы она могла себя защищать в случае чего, чтобы она могла получать доступ туда, куда она хочет. Захарченко говорил, если вы будете вооруженными, мы будем считывать вас как врагов, будем вас убивать. Тут есть прекрасная вставка. И еще хочу сказать уважаемым представителям ОБСЕ, если у них возникнет желание появиться здесь вооруженными, как заявляют в контактной группе в Минске, я буду расценивать как интервенцию, и всех ОБСЕшников, кто поймают с оружием, будем причислять к врагам и расстреливать. Это при том, что сам Владимир Путин публично поддерживал идею вооруженной миссии ОБСЕ. Но публичная позиция ЛДНР прямо этому противоречила. В попытке реализовать Минские соглашения при президенте Зеленском, который действительно возобновил нормандский формат, возобновил диалоги, возобновил переговоры, Германия предлагает формулу Штайнмайера, тогдашнего президента Германии. Президент в Германии должность такая чисто формальная, но например, подобные миротворческие инициативы он может делать. Что сделал Штайнмайер? Штайнмайер предложил, как ему казалось, идеальный компромиссный вариант. В ДНР и ЛНР проходят выборы, и только после того, как ОБСЕ признает эти выборы честными и открытыми, только после этого закон об особом статусе ОРДЛО становится постоянно действующим. То есть вот так вот, как будто бы от того, насколько открытыми и свободными будут выборы в ОРДЛО, будет зависеть, собственно, будет у закона об особом статусе постоянное действие или не будет. С этими предложениями Зеленский согласился. Наступила оттепель. В 2019 году эти самые знаменитые кадры, когда 4 главы государства сидят, у них журналист спрашивает, вы считаете, что оттепель наступает, и из-за того, что вы собрались, вы тут переговариваетесь, и все однозначно отвечают «да». Оттепель. Ангела Меркель уже начинает заговаривать о том, что в каком-то горизонте возможно и снятие санкций с Российской Федерации. Она говорит, пока рано, но вроде процесс пошел. Важно отметить, что самые болезненные для России санкционные пакеты были прямо привязаны к выполнению Минских соглашений. И каждые полгода, когда санкции продлевались, это мотивировалось отсутствием выполнения Минских соглашений со стороны России. В первую очередь имелось в виду отсутствие вывода российских войск с территории ЛДНР. В то же время Владимира Зеленского украинская патриотическая общественность начинает нещадно гасить. Его обвиняют в капитуляции и сдаче России украинских национальных интересов.
Особенно тут отличился украинский эксперт, политолог Арестович. Ну, ставить на эмпатию – это лишний раз показание на рацию Зеленский. Лишний раз показывает, что он психологически не готов к роли верховного главнокомандующего. Человек, который не держит удар в виде погибших солдат, не может быть верховным главнокомандующим. Это профнепригодность просто. Потому что в таком случае, убивая каждый день по украинскому солдату, можно от Украины добиться практически чего угодно. Там любая страна. Там венгры могут начать убивать украинских солдат. Еще кто-нибудь может. И мы всем будем уступать. Со всеми будем затеивать форматы, потому что Зеленский не держит этого удара. Но он не готов командовать. Командир должен уметь держать удар в виде смерти своих подчиненных. Но на самом деле, при всем при том, что Зеленский действительно стремился получить от России какое-то соглашение, как-то урегулировать конфликт, он четко обозначил, что Минские соглашения ему не нравятся. На это не нравится. Уже ближе к специальной военной операции Владимир Путин заявит... Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Зеленский прямо заявлял, что, понимаете, эти соглашения подписал прошлый президент нашей страны. Давайте их немного пересмотрим. Мы хотим, чтобы, если выборы прошли, мы сначала вернули контроль над границей, сначала мы контролировали границу, а потом пускай проходят выборы. Потому что иначе мы не понимаем, что там вообще происходит на этих территориях. Владимир Путин вполне себе справедливо отвечал. В Минских соглашениях прямо прописано, как, в каком порядке должны проходить соответствующие процессы. И там четко написано, что сначала выборы, потом границы. И как из этого выходить? Украине нужно или выполнять четко текст Минских соглашений, или продолжать юрить, надеяться, что Россия в какой-то момент сжалится и действительно разрешит сначала Украине контроль над границей вернуть, а потом провести выборы, что было очень маловероятно, потому что контроль над границей был очень важен для Российской Федерации. Плюс надо сказать, что при любой попытке институционально, опять же, закрепить Минские соглашения, продвинуться, Зеленский встречался с той же проблемой, что и Порошенко. Относительно небольшая, но активная украинская часть общества, та самая, которая шла штурмовать Раду и убивать нацгвардейцев гранатами, она сильно сопротивлялась любым подобным мерам. И при этом, это, знаете, такая специфическая часть общества, там, например, очень много ветеранов АТО. Ветераны в целом люди, которые уважаемые в украинском обществе, люди в почете. И вот представляете, да, там несколько тысяч этих самых ветеранов, представителей ветеранских организаций, националистов различных выходят на улицы, митингуют. Их нужно разгонять, потому что они 100% будут вступать в стычки с полицией, они будут пытаться захватить административные здания, они будут пытаться всеми силами добиться своих целей. И у нас уже получается очень некрасивая картинка, как Владимир Зеленский разгоняет, вступает в столкновение с ветеранами АТО. Будет терять он на этом свой рейтинг. Было понятно, что через Верховную Раду он все-таки не проведет конституционные изменения, хотя фракция Владимира Зеленского победила на выборах, но все равно голосов не хватало для того, чтобы в Конституцию внести столь значимые изменения. Минский процесс по факту снова засбоил. Конфликт заморозился, но при этом важно отметить, в чем позитивное влияние Зеленского. Он действительно добился реального соблюдения режима прекращения огня. Если раньше Украина постоянно пыталась занять какие-то территории в серой зоне, занять важные стратегические пункты, да, какие-то возвышенности, с которых потом будет удобно ввести боевые действия, постоянно стягивала обратно к линии разграничения артиллерию, чтобы в случае чего подавлять артиллерию противника и наносить какие-нибудь удары по объектам в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. ДНР и ЛНР делали то же самое. Тут надо сказать, что обе стороны очень хороши. При этом ДНР и ЛНР, в силу того, что у них два прифронтовых города, огромных города, Донецк и Луганск, Донецк вообще город-миллионник, они оттуда ведут огонь, разумеется, потому что, опять же, это прифронтовой город, иначе вы фронт не передвинете тут, или как-то фронт двигать, или, если в Донецке не стрелять, то Донецк только сдавать, да, понятно, что будут стрелять именно из Донецка. Стреляют из Донецка, украинская артиллерия отвечает, получаются прилеты в жилые дома. Пиши звук. Говори, кто это сделал? Сука конченая. Артиллерия. В 2015 году, откатываясь назад, все эти действия привели к митингу довольно крупному в Донецкой Народной Республике, когда люди, возмущенные жители обстреливаемых районов, вышли на улицы. И, в общем-то, там был какой нарратив? Это не был проукраинский митинг в чистом виде. Это был митинг против этих самых обстрелов.
властям Донецкой Народной Республики заявили: вы или давайте обеспечивайте нашу безопасность, отгоняйте украинцев от Авдеевки, обеспечивайте какую-то зону безопасности, нормальный фронт поставьте, не по Донецку, и тогда можно жить. Или, сдавайтесь, заканчивайте свою Донецкую Народную Республику, уходите. Нам это не надо, нам это не интересно. Нам не интересно, какой флаг будет висеть. Будет украинский флаг, нормально, при нем жили. Ваш флаг ДНРовский нам что-то какие-то только несчастья приносит. ДНР смогли этот митинг относительно безболезненно разрулить, да, там не было никаких стычек с правоохранителями. Лично Александр Захарченко вышел отвечать на вопросы этой толпы. Так или иначе, какие-то локальные проблемы решили местные жители, потому что они выходили не только из-за того, что обстреливались эти районы. Например, некоторые просто требовали: а вы нас переселите. И в частном порядке решали эти вопросы. Людей из обстреливаемых районов пытались действительно переселить в районы Донецка, которые не обстреливались. Опять же, сейчас для значительной части российской общественности оказывается сюрпризом, но до специальной военной операции центр Донецка не обстреливался. Практически никогда. Были целые районы Донецка, в которых война вообще не ощущалась. Какие-то там звуки, разве что работы артиллерии доносились. Причем в основном звуки отлетов, а не прилетов. А были районы, в которых прям война-война. И в 2019 году эта ситуация закончилась. Зеленский смог добиться от своих войск нормального выполнения режима прекращения огня. Он в нескольких моментах уступил России, отвел войска, несмотря на жесткое противостояние этой так называемой патриотической части общественности. Людей стало гибнуть меньше. 2020 год и 2021 год – это единичные смерти. Понятно, что каждая смерть – это трагедия. Мы знаем, что за 2021 год в Донецкой Народной Республике погибло 7 мирных жителей. Причем мы понимаем, что большинство из этого числа – это жертвы не разорвавшихся боеприпасов и мин. То есть эхо войны. Это жертвы, которые, к сожалению, в любом случае после таких масштабных боевых действий будут преследовать страну какое-то время. То есть какое-то время люди будут подрываться на этих минах. Это независимо от о какой войне идет речь. И после Великой Отечественной войны долгое время люди продолжали подрываться на минах. И после конфликтов в Европе, например, в Боснии долгое время люди ежегодно по человеку, как минимум, подрывалось на минах. То есть на территории бывшей Югославии там тоже в этом плане был ад. И тут, конечно, такое эхо войны печальное. Но это несравнимо с тем, что было в 18, 17, а тем более в 15 и 14 году. Еще одним важным достижением Зеленского стало обеспечение практически беспрепятственной работы для миссии ОБСЕ на подконтрольных Украине территориях. Например, на блокпостах подконтрольных Украине представители миссии ОБСЕ за первые 3 месяца 2020 года не пропустили или задержали всего 3 раза. Для сравнения, за тот же период представители ЛДНР ограничили свободу передвижения миссии ОБСЕ 222 раза. Конфликт заморожен. И надо сказать, что не каждый замороженный конфликт обречен быть размороженным. Даже на постсоветском пространстве есть кейс удачный заморозки конфликта. Конфликт в Молдавии, в Приднестровье заморожен и не размораживается. И, судя по всему, разморожен не будет. Там действительно смогли мирно договориться, мирно разойтись, и люди перестали гибнуть. В мировой практике есть пример Кореи. Понятно, что корейский конфликт, он тоже конфликт замороженный, причем с таким жестким очень противостоянием. С одной стороны коммунисты, с другой стороны очень авторитарные, с замахом на диктатуру неолибералы. Да? Тут сложно охарактеризовать этот режим, но южнокорейский режим тоже, такой не сказочный. Оба режима жестко подавляют внутри себя стремление пойти на диалог с другой Кореей. Обе Кореи не признают друг друга, не признавали долгое время. Сейчас вроде как с недавних пор стали хоть как-то признавать эти трогательные кадры, как у нас Ким Чен Ын за ручку с представителем Южной Кореи проходит по линии разграничения. Это достижение последних лет. Но суть в том, что конфликт был заморожен, и он не размораживался. И, судя по всему, разморожен не будет. Судя по всему, там просто данность 2 Кореи. С Украиной могло бы быть то же самое. Конфликт мог бы быть и не разморожен. Но в 2020 году произошли события, которые очень сильно изменили баланс сил в украинском кризисе и создали новые невероятные возможности для Российской Федерации.
Как я уже говорил, Лукашенко для Украины был таким сочувствующим наблюдателем. Он помогал Украине в момент украинского кризиса. Надо сказать, что российские информресурсы особенно сильно обижались на него за то, что он поставлял топливо для вооруженных сил Украины, ГСМ. Да, и прямо его обвиняли некоторые СМИ в этом. Ну, да, действительно, во время АТО, прямо в разгар АТО, Лукашенко в том числе помогал Украине ресурсами. Вот. Помогал дипломатической поддержкой, помогал по политической линии. Лукашенко был понятен украинский вопрос, была понятна украинская проблема. Он там занимал позицию, которая Украину устраивала. Он не пропускал по своей территории российские войска, обещал это прямо не делать. Он прямо несколько раз обещал, он обещал Турчинову. Сам Турчинов говорит, что когда Лукашенко обещал ему, что российские войска не пройдут через его территорию, он говорил, ну, в крайнем случае я тебя за сутки предупрежу. Сам же Лукашенко этот факт отвергает и говорит, что нет, никакого за сутки предупрежу не было, я просто обещал, что никакие российские войска не пройдут по территории Беларуси на территорию Украины. Никогда, говорил Александр Григорьевич Лукашенко. И это было для Украины очень важным, потому что вообще-то столица украинского государства, город Киев, находился в непосредственном близи возле границы Беларуси. И, соответственно, российские войска, которые идут через Беларусь, могут очень быстро овладеть городом Киев. И если в случае наступления со стороны Российской Федерации захват Киева не гарантирован, гарантирована, более того, относительно длительная война, то в случае, если белорусское руководство разрешает российским войскам пройти по своей территории, то тут можно устроить как будто бы маленькую победоносную войну. И вот после протестов в 2020 году как-то так получилось, что Лукашенко, во-первых, потерял часть легитимности, потерял возможность быть многовекторным. Западные страны его перестали признавать за легитимного президента. Лукашенко потерял очень много в плане ресурсов. Да, массовые забастовки у него происходят на предприятиях. Он пытался опереться на заводчан, на своих людей, на свой традиционный электорат. Но не получилось. Даже там, на заводах, ему кричали «уходи», и не признавали его легитимным президентом, требовали признать победу Светланы Тихановской. И в этой ситуации Александр Лукашенко оперся на то, на что он мог опереться, на помощь из Российской Федерации. Владимир Путин оказал ему всяческую помощь, он поддержал его в том числе финансово, экономически, предоставил кредит. Лукашенко был вынужден отдать часть своего суверенитета и был вынужден больше подыгрывать Российской Федерации. Но мало было этого. Верховная Рада в 2020 году принимает решение, которое на самом деле было огромным выстрелом в колено для украинского государства. Она не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Лукашенко, который относился к Украине с сочувствием. Лукашенко, который на территории Украины был, наверное, самым популярным зарубежным политиком. Во всех странах есть какие-то популярные зарубежные политики. Например, в России был популярен Трамп в какой-то момент. Вот в Украине долгое время таким политиком был Александр Лукашенко. Эта страна говорит ему, а ты не президент, ты узурпатор, ты захватил власть в своей стране, и мы тебя не признаем. При этом де-факто, при всем этическом понимании позиции Верховной Рады, которая, разумеется, просто подыгрывала электоральным интересам своих избирателей, которые видели ужасные кадры 2020 года разгона митингов, видели, как Лукашенко действительно захватил власть. И важно понимать, что после Евромайдана многие депутаты Верховной Рады, которые получили свои места благодаря этому Евромайдану во многом, они сочувствовали протестующим. Само украинское общество очень сочувствовало протестующим. То есть, вдумайтесь, украинское общество взбудоражил тот факт, что Беркут избил несколько сотен человек на Майдане. Избиение действительно было, все это было некрасиво, но это никак нельзя сравнить с тем, что творили белорусские правоохранители в августе 2020 года. И надо понимать, что украинское общество, опять же, это возмутило. Рейтинг Лукашенко упал ниже плинтуса в Украине. Ну и Верховная Рада и депутаты решили подыграть этим настроением и решили, можно не признавать Лукашенко. Разумеется, Лукашенко развернулся в сторону России. Разумеется, после этого Россия могла получить проход своих войск по территории Беларуси. И игра началась заново. Только теперь другие позиции. Да, с одной стороны, позиции изменились и у Украины. Украина все эти годы перевооружала свою армию, готовила ее к конфликту возможному с Российской Федерацией, оснащала ее, тратила на нее очень много средств. И украинская армия в 2020 году – это уже относительно серьезная сила в Европе. Но не стояла на месте Россия. Россия получила опыт в Сирии боевой, российская армия.
Российская армия тоже получила новые ресурсы. Россия тоже тратила довольно много денег на перевооружение армии. И самое главное, Россия теперь получила удобнейший плацдарм. Потому что российское руководство явно пугало перспектива долгой войны с Украиной. И было понятно, что в случае наступления на территории Донбасса эта война может быть долгой, потому что там очень серьезные укрепрайоны. В случае даже наступления через Харьковскую область в сторону Киева эта война будет долгой, потому что это растянутая линия снабжения. Киев – это огромный город, как его штурмовать, окружать непонятно. Но в случае наступления с территории Республики Беларусь задача охвата и взятия Киева представляется реалистичной. И можно быстро провести боевые действия, затребовать от украинского руководства капитуляции и, в общем-то, закончить войну, которая по праву будет называться маленькой и победоносной. Исходя из этого изменившегося баланса сил, Российская Федерация изменяла свои требования. В 2021 году она уже четко заявляла, что вы или выполняете Минские соглашения буква к букве, или мы оставляем за собой право на какие-то действия. Более того, российское руководство обращалось к НАТО с прямыми заявлениями, понимая, что все-таки политически Украина не может, допустим, выполнить Минские соглашения, Россия могла бы получить уступки от НАТО. Уступки она требовала следующее. Вся военная инфраструктура Альянса должна была откатиться на границе 1996 года. То есть все, что вы там понастроили, какие-то военные базы на территории членов Альянса, какие-то другие военные объекты на территории новых членов Альянсов, вы должны все это свернуть, забрать и ликвидировать. Иначе что? Прямо не озвучивается иначе что. Это просто требование. Но сейчас, задним числом понятно, иначе мы нападаем на Украину. Также от НАТО требовалось предоставить гарантии того, что Украина никогда не вступит в Альянс. Представители НАТО отказывались от этого, они говорили, что у нас принцип открытых дверей, он очень важный для НАТО, но мы готовы наложить мораторий на вступление Украины в Альянс. Вот мы с вами обсудим, как он будет выглядеть, и мы прям наложим мораторий. Вот Украине будет запрещено временно вступать в Альянс. И Украине, и Грузии можем обсудить. Вот. Российское руководство заявляло, мораторий нас не интересует, нам нужна постоянная гарантия. НАТО было готово пойти на некоторые минутные уступки, и Лавров об этом говорил, Лавров заявлял и на заседании Совбеза. Есть подвижки, они несущественные, но они есть, и последовательность и принципиальность, которые мы проявляем, продвигая наши инициативы от декабря прошлого года, конечно же, встряхнули Соединенные Штаты и их союзников, заставили взять в проработку многие из ранее отвергавшихся ими российских предложений по ослаблению военной напряженности и контролю над вооружениями. В целом понятно. Да? Вообще это очень интересная ситуация, когда Российская Федерация так вот хватает за шкирку Украину, угрожает, что вот мы сейчас Украину изобьем, и чтобы Украину не избивать, мы требуем от вас вывести свои военные базы с территории Прибалтики, с территории Восточной Европы. Вот это все разрушайте, иначе мы вам ничего не сделаем. Понятно, потому что НАТО – сильный военный альянс, его военный ресурс несопоставим с ресурсами Российской Федерации, о чем Владимир Путин прямо заявлял. Вот. Но мы из-за этого начнем войну на территории Украины. Можно было бы, конечно, представить, что расчет российского руководства был на то, что вот в НАТО так сильно прониклись гуманизмом, что ради избежания большой войны в Европе, ради избежания войны России с Украиной, они готовы пойти на такие значимые уступки. Но, честно говоря, ожидать от такого военного альянса, как НАТО, подобного гуманизма, было бы довольно наивно, и я не думаю, что российское руководство всерьез этого ожидало. Тут, возможно, был принцип «проси больше», получишь, что хотел изначально. Также в 2021 году Владимир Путин пишет свою прекрасную статью об историческом единстве русских и украинцев. Это его программная статья, это его программное требование. Русский и украинский народ должен быть единым. Это один народ, братский народ. И то, что эти народы оказались раздельны, это историческая случайность. Мы должны восстановить историческую справедливость. Начинается нагнетение украинской темы. В средствах массовой информации реанимируют тему Донбасса, которая была уже забыта на тот момент. Вспоминают и про эти самые 8 лет. Снова находят массовые захоронения тел мирных жителей, которые уже находили в 2014 году.
Под массовыми захоронениями имеется в виду захоронения, в которых несколько тел всего было обнаружено. Там 4, 5, 9, вот такие цифры этих массовых захоронений обычно. А под захоронениями мирных жителей иногда понимались такие захоронения, на которых в дальнейшем появлялась вот такая вот табличка. Ну и явно было понятно, что это не мирные жители. Российская Федерация идет на эту эскалацию. В 2021 году проходят одни учения в Беларуси. Многие считают, что именно в тот момент Российская Федерация должна вторгнуться, но не вторгается, хотя учения происходят в Беларуси, войска стягиваются к границе Украины, флот российский фактически блокирует украинские берега, но почему-то не вторгаются. Берут паузу, хотят лучше подготовиться, думают, что можно какие-то уступки получить от НАТО и Украины. Непонятно до сих пор этот вопрос, почему в 2021 году не произошло вторжение, остается секретом. В дальнейшем наверняка будет множество версий, обоснованных в том числе мемуарами, когда люди, участвующие в этих событиях, напишут. Соответственно, параллельно у нас, как мы знаем, американская разведка на уровне первых лиц впервые заявила о том, что Россия готовит вторжение на территорию Украины. Эвакуировали свои дипломатические представительства. Глава американской разведки тоже делал заявление о том, что да, точно нападут. Понятно, что в 2022 году происходят очередные учения. Учения, опять же, происходят в Беларуси. Войска стягиваются к границе Украины. Российский флот снова блокирует берега Украины. И в конечном итоге Российская Федерация, Владимир Путин собирает Совбез. И важно понять, что же на этом Совбезе происходит. Вот, если вы обратите внимание и посмотрите его с начала до конца, собираются важнейшие лица Российской Федерации. Во-первых, интересное выступление Козака. Козак у нас отвечал за переговоры с Украиной. Он говорит, да, Минские соглашения не выполняются, они не будут выполнены, но дальше он делает вот это вот. И, Владимир Владимирович, если здесь или потом, я хотел просто ответить на вопрос по поводу присоединять, не присоединять Донбасс. Что делать с этим дальше? Как использовать это в переговорах с Западом? Потому что это такая очень серьезная проблема. Ну, и что? Ну, давайте мы сейчас ограничимся пока вашим выступлением. Да, потом я думаю, ограничимся вашим выступлением по поводу хода переговорного процесса в рамках Минских соглашений и вашей оценки перспектив. Мы так поняли, что, по вашему мнению, перспектив никаких нет. Ну вот, тем не менее, условно, перспектив развития этого переговорного процесса в рамках Минских договоренностей. Спасибо. Владимир Путин не хочет слушать о возможностях мирного урегулирования. Он уже все решил для себя. Он не хочет этого. Потом несколько первых лиц последовательно делают такой интересный финт ушами. Они выступают одновременно за признание ДНР и ЛНР, но при этом говорят, предварительно давайте все-таки попытаемся договориться еще раз. И, конечно, апогей этого всего Путин-то сидит, слушает, как-то проглатывает. Апогей всего это выступление Нарышкина, глава разведки, который понимает, наверное, серьезность ситуации, понимает, что вторжение России в Украину может закончиться не так уж и хорошо. И вот его выступление, давайте еще раз его посмотрим, это знаменитейшие кадры. Согласился бы с предложением Николая Платоновича о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет? Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо. На этом моменте Путин явно дает понять, что он хочет своих подчиненных, и все дальше
строго берут под козырек и заявляют то, что нужно Владимиру Путину. Из интересного, там Валентина Матвиенко заявила, что, мол, а Запад понимает, что в Киеве к власти могут прийти неонацисты, бандеровцы. То есть, понимаете, в выступлении Матвиенко тут имеется в виду, что сейчас-то они там не у власти. И это тоже интересно в контексте того, что потом все-таки будет денацификация, будут бороться с бандеровцами. Но вот так вот Матвиенко промахнулась. Дальше, понятно, формальные решения органов государственной власти Российской Федерации, Госдумы, Совфеда, что мы, мол, за мир, и поэтому признаем ДНР и ЛНР. Многие ожидают, надо сказать в тот момент, что, видимо, депутаты, которые голосовали за эти решения, они ожидают, что войска будут введены на территорию ДНР и ЛНР, станут на линии разграничения, и украинцы больше не посмеют стрелять. Ну, то есть, все, больше на этом война закончится. Эти территории присоединятся, те территории останутся за Украиной, и все в порядке. Потом приходят новости о том, что Владимир Путин все-таки признавал ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали. Никто не может понять, что это значит. Песков, у которого несколько раз требует ответа на этот вопрос, он говорит, это все, что я могу сказать. Депутаты разные, дают разные комментарии. То есть, важно понимаете, депутаты голосовали за признание ДНР и ЛНР, но они не знали, в каких границах они признают эти республики. Потому что не они это определяют, а Владимир Путин. И в конце концов Владимир Путин говорит, как провозглашали, разумеется, в границах Донецкой и Луганской области. Следовательно, Российская Федерация признает легитимными территориальные претензии ДНР и ЛНР к Украине. Следовательно, война становится неизбежной. Незадолго до этого, 19 февраля, на тот момент уже российские войска находятся в Беларуси. Было получено явное разрешение на то, чтобы они действовали с этой территории в сторону Киева. Российские корабли блокируют украинские берега. Российская группировка стянута к востоку Украины. Зеленский пытается вернуть переговорный процесс. Он понимает, что происходит что-то очень опасное для него. Сейчас может начаться полномасштабное вторжение. Он пытается втянуть Россию обратно в какую-то линию переговоров. Двустороннюю, нормандский формат, что угодно. И вот 19 февраля он доходит до того, что говорит, вот у нас был Будапештский меморандум, мы отдали России ядерное оружие. Нам тогда гарантировали территориальную целостность. Нам тогда гарантировали, что против нас не будет агрессии. Мы все-таки отдали свое ядерное оружие Российской Федерации. Вот у этого Будапештского меморандума был список стран-гарантов. Именно по этому Будапештскому меморандуму Украина присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия. Мы считаем, что Будапештский меморандум не выполняется. Зеленский требует созвать страны-гаранты Будапештского меморандума и добиться выполнения. То есть, чтобы Россия не напала хотя бы сейчас. В противном случае, говорит президент Украины, они рассматривают вариант выхода из Будапештского меморандума, признание его недействительным. Как это транслируется в Российской Федерации? Очень просто. Признание недействительным Будапештского меморандума означает выход Украины из договора о нераспространении ядерного оружия, следовательно, Украина может получить ядерное оружие. Следовательно, это еще один повод начать вторжение. Хотя понятно, что на момент 19 февраля ко вторжению уже было все готово, оно было уже запланировано, и очень маловероятно, что эта речь Зеленского реально имеет отношение к решению Владимира Путина о начале специальной военной операции. Переговоры закончились. Началась война. А при чем здесь мирные договоренности? Что теперь будет с минскими договоренностями? Минские договоренности, да. И в этом смысле, да, конечно, теперь Минские соглашения, их не существует. Чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований? Зеленский в последние мирные часы Украины и России заявляет, что он попытался дозвониться до Путина, но с той стороны глухое молчание. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Попытался организовать встречу двустороннюю с Путиным. Он отказывается. Следовательно, война неизбежна. Будут дальше переговоры в Беларуси, переговоры в Стамбуле. Абсолютно безуспешные. Стороны ни к чему не пришли. Стороны буквально просто набросали текст возможного соглашения, и на этом, в общем-то, все закончилось. Как нам заявляет товарищ Ермак, в Киев прилетел Борис Джонсон и сказал, да что это за требования такие, давайте будем воевать. И Украина в целом в тот момент уже имела успехи, и было понятно, что у Российской Федерации большие проблемы в рамках выполнения специальной военной операции. И украинское руководство решило, что уже после начала войны оно может достигать своих целей на поле боя. И это будет для нее наиболее эффективно. И вот теперь мы тут, в разгаре крупнейшей европейской войны со времен Второй мировой.
Как-то так. Кто